Теперь вы в прямом эфире. Здравствуйте. Хочу напомнить, меня зовут Андрей Дуйко. Сегодня у нас бесплатный вебинар, который транслируется на нашем сайте duiko.guru. Давайте быстро напишем или поставим плюсики для тех, кто участвует в вебинаре, кто меня слышит и кто меня видит. Также я хочу попросить тех людей, которые присутствуют в вебинаре, не общаться, потому что потом этот разговор слышим вот там в виде шума, и никто ничего не может понять. Хорошо? Вы же приглашенные гости или просто так пришли, поэтому давайте друг друга будем уважать. У меня вот такой вопрос есть. У нас очень прекрасные страны, в которых мы сейчас проживаем. Это Российская Федерация, это Украинская Народная Демократическая Республика. Я не знаю, национально подкованная Народная Демократическая Республика. И у меня вот такой вопрос, как у обыкновенного обывателя, который не критикует, а просто я его хочу задать обыкновенным людям. Почему в последнее время стало популярным преследовать интеллигенцию и стало популярным вести себя неинтеллигентно? То есть почему преподаватели перестали называть наших детей на «вы»? Почему на улице перестали уступать людям место? То есть почему взрослых людей не называют на «вы»? Откуда взялось вообще вот это хамство? Кто его породил и кто его пытается постоянно каким-то образом внести в нашу жизнь? Вы знаете, я сегодня присутствовал на последнем звонке своего ребенка, который пошел только в 1 класс. И я был поражен отсутствием интеллигентности у преподавателей, а также отсутствием интеллигентности у родителей, а также отсутствием интеллигентности у этих деток, бедных и маленьких, которые, естественно, не понимают, что это такое. Почему, когда мы жили в Советском Союзе, то когда мы приезжали в пионерский лагерь, то те люди, которые были нашими руководителями, называли нас на «вы». Вот кто был в пионерских лагерях? Скажите, было это? Почему наши преподаватели в школе, даже первоклашек, очень часто называли на «вы»? Было такое или я обманываю? У кого-то было, наверное, когда были старшие классы, то вы, наверное, замечали, что «вы» это присутствовало. Откуда взялось вот это, ничем не обоснованное хамство, которое периодически возникает? Ведь это же неправильно. Когда человек начинает жить неинтеллигентно, то этот человек начинает жить немножечко, я еще раз хочу сказать, это просто выводы без критики. Человек начинает жить с позиции вот такой вот агрессии, знаете, где слабый не имеет шанса без борьбы что-либо доказать, где умного будут подавлять сильно. Это ведь неправильно, потому что умных должны подавлять более умные, а сильных должны подавлять более сильные. Вы знаете, что когда отсутствует интеллигентство и начинает присутствовать хамство, то более умных подавляют более сильные, а это путь к отсутствию эволюции, то есть это будет не эволюционный путь. Мы такой путь уже в свое время проживали, наверное, вы можете вспомнить 90-е годы, когда умных людей начинали подавлять более сильные люди и так далее. Не очень приятно. Это же говорит о том, что общество немножко деградирует. Правильно, можно так сказать. Общество не может расцветать до того момента, пока не будет присутствовать уважение. До того момента, пока мужчина, которому 50 лет, будет сидеть перед 3 женщинами, которые стоят, это общество не будет двигаться дальше. Ведь он сидит перед своими детьми, которые в этот момент выступают. Вы представляете, мне это реально очень поражало. Вот говорю это очень серьезно. Мне очень не понравилось отсутствие интеллигентности родителей, которые в ходе какого-то возбуждения, не знаю еще чего-то, заметив на своих штанах розлитую воду, очень громко начала говорить, чуть ли «вот блин». И когда спросили, что вам понравилось, то учительница сказала, это круто. Вы мне скажите, разве наш красивый, тонкий, удивительный, волшебный русский язык, он
не имеет других слов, которыми можно было бы объяснить слово «круто». Можно было бы сказать это волшебно, или это очень отвратительно, или еще как-то. Ведь это же красивый язык. Зачем сейчас внедрили такое большое количество непонятных слов, которые обобщают, и раньше женщина могла сказать: «ты мне понравился», или там «мне нравится твое ухаживание», сейчас это одно и то же слово: «ну как тебе?» «Да, это круто», «а сейчас?» «и сейчас это круто», «а вот это и это круто». А где же объяснение, что же люди имеют в виду? Таким образом, у человека забирают осознанность и собирают анализ или даже чувства, которые свойственны только тем людям, у которых все-таки присутствует, наверное, внутренний диалог, который может объяснить всю тонкость нашего внутреннего мира. Почему в советское время количество русских людей были тонкими натурами, и почему интеллигенция присутствовала? Потому что особым образом люди, скорее всего, думали, особым образом мыслили. И их мысли, и их думания, они, наверное, имели какую-то внутреннюю красоту. Потому что мы, скорее всего, воспитывались на интеллектуальных, возможно, очень красивых книгах русской народной литературы, там, я не знаю, украинской народной литературы, или даже переводов там Маршака или еще кого-то на русский язык. Это я просто такой вопрос задал. На самом деле я знаю ответ, я его просто сегодня не буду озвучивать, этот ответ. Я вообще считаю, что мировая общественность проводит геноцид по отношению к русскому языку и к русскому народу. Только этим можно объяснить, почему русскоговорящие люди перестают разговаривать на русском языке, а также перестают общаться на правильном русском языке. Появляются слова, которые объединяют очень русский язык или русскую речь. Русская речь не позволяет человеку думать красочно и, возможно, даже анализировать свои внутренние состояния. Речь становится очень деревянной. Все приходит только к двум словам: это круто и там очень хорошо. Ну, понимаете, это, конечно, очень печально. Я считаю, что на пути к духовному росту человек должен все-таки найти в себе возможности хорошо думать, наверное, очень красочно мыслить, следить, наверное, за своей разговорной речью, ну и не отрицать возможность интеллигенции. А почему? Я всегда говорю такие слова: человек катится в пропасть, наверное, в пропасть несчастий в бизнесе, в семье или же в совместной жизни. В случае, если этот человек начинает критиковать, критика возбуждает у этого человека обвиняемость, то есть он начинает обвинять кого-либо, и после этого не знает, как из этого всего выбраться. Так вот, из этого всего выбраться можно при помощи слов уважения. То есть не критикуй, а уважай, не обвиняй, а уважай, не воспитывай, а уважай. А уважать — это значит и быть человеком интеллигентным. Правильно? Почему нас называли, когда мы были маленькими, почему нас эти взрослые люди называли словом «вы»? Потому что они, несмотря на то, что мы были маленькие и достаточно, возможно, необразованные настолько, как эти люди, они нас уважали и прививали у нас элемент уважения. Представляете? Таким образом, это было, наверное, правильное обучение вот таких вот деток, которыми мы были в советское время. Куда же люди подевали это уважение, не могу понять. Откуда взялось это поголовное хамство, когда человеку пишут: «слышишь, давай». Я обычно пишу: «мы что, уже на «ты»?» Я говорю «вы» только тем людям, которых я выбираю, которые не сволочи. Я говорю: ну, значит, я, скорее всего, сволочь. Понятно, и после этого человек блокирует меня ВКонтакте. То есть это вот такой вот диалог был. То есть я с этим человеком не знаком, почему я должен сразу быть таким близким, чтобы меня можно было называть на «ты», правильно? А где же грань уважения? Ведь если ты собираешься обратиться к человеку, то, по крайней мере, для того, чтобы услышать его совет, хотя бы необходимо было бы развить у себя возможность хоть немножко уважать этого человека, правильно? Иначе, если не уважаешь, то тогда незачем и спрашивать. Ну, разумные, наверное, слова были. Надежда Уланова пишет: эта система изжила себя, поэтому мы в ИРТЕ. Ну, скорее всего, да. Здравствуйте, Элла из Израиля, всем добрый вечер. Добрый вечер. Конечно,
я был сегодня в шоке. Ну, бывает и так. Почему возникают скандалы в семье? Сегодня наша тема будет посвящена семейным отношениям. Также я хочу вам озвучить некоторые, наверное, советы по методам работы с алкоголиком, которые у вас, возможно, присутствуют в семье. То есть, что делать для того, чтобы алкоголик перестал выпивать алкоголь и так далее. Можно ли каким-либо образом влиять на него магическими способами там, или еще какими-либо. Да, и сегодня расскажу, что нужно сделать и каким образом влиять так, чтобы этому человеку не хотелось выпивать. Итак, первый вопрос звучит так. Почему возникают скандалы в семье? С чем это связано? Какие быстрые методы, чтобы убрать ссоры между любимыми людьми? Я готовился сегодня к этому семинару. Сейчас я открою, постараюсь открыть все-таки документ. Одну секунду. Итак, почему возникают скандалы в семье? Я считаю, что возникают скандалы из-за некоторых основных компонентов, которые можно убрать. Итак, нет понимания, что все, что делается для семьи, делается с целью объединения семьи. Для того, чтобы не было скандалов, нужно принять некоторые концепции. Давайте я их вам сегодня озвучу. Итак, концепция номер 1. Никогда никого не стоит критиковать. Это концепция номер 1. Также никогда не стоит критиковать себя. Очень сложно это в семье делать, потому что семья очень часто состоит из того, что человек раздражает, его начинают критиковать. Когда начинают критиковать, переходят к обвинениям. Когда обвинение проявляется, то человек хочет защититься, начинает выгораживаться или врать по-другому. А потом человек, который обвиняет, говорит: зачем же ты врал? Но он бы и не врал, если бы кто-то его не обвинял, правильно? То есть это так разумно, то, что происходит в семье. То есть обращается ко мне женщина и говорит: Андрей Андреевич, мой муж все время врет. Я говорю: как это происходит? Он мне говорит ложь без конца, а как у вас это происходит? Ну, я ему говорю: вот, ну, допустим, скоро у нас уже будет там теплая вода. Он говорит мне: ну, нужно подождать. Ну, ты же обещал. То есть, что начало происходить? Начинает происходить критика. Ты обещал, и дальше начинают идти обвинения. Вот снова у нас этой теплой воды не будет, ты снова меня в очередной раз обманываешь. Человек говорит: все, я тебе обещаю, завтра я с ними свяжусь, вот я тебе обещаю срочно это все сделать и так далее. Что будет происходить? Почему этот человек соврал, скажите? Потому что его поставили перед стеной или придавили его критикой и обвинениями, и после этого у него не оставалось никакого шанса, чтобы выйти из вот этой критики или обвинений, и после этого он начал врать. Тогда что нужно сделать для того, чтобы этот человек не врал? Не нужно этого человека критиковать, обвинять. Почему? Ну, нужно у него спросить, что ему мешает позвонить тем людям, которые должны провести там воду или газ, и спросить: ты боишься, может быть, этим людям позвонить? Или, может быть, ты не хочешь? Что мешает тебе с этими людьми пообщаться? Может быть, в нашей семье нет денег? То есть не быть такими твердыми. Ведь семья – это расположение друг к другу. Вообще, для чего люди семью создают? Я могу сказать, я дальше озвучу все-таки вот эти пункты. Для чего люди друг друга, для чего вообще семья создается? Семья создается вот почему. Когда люди объединяются между собой, то им выживать легче. Вы представляете? Когда люди объединяются между собой, им очень легко выжить. Помните, эта история о одной палочке и венике, да? Когда отец показывает веник и говорит: вот видите, в венике много веточек, каждую веточку можно поломать. А когда веточка в венике, то веник этот сломать сложно. Поэтому и люди объединяются, и очень часто они объединяются для того, чтобы в этом сложном мире можно было бы выжить, и было бы легче. Потому что одному сложно, а вдвоем уже легче. Конечно, кто-то хочет сказать про арабские семьи и так далее. Но сейчас разговор об этом не идет. Мы все-таки говорим о социалистическом или постсоциалистическом обществе, где семьи – это значит один мужчина и одна женщина.
Естественно, когда семья объединяется, почему в семьях появляются ссоры? Нужно нырнуть в древнее историческое прошлое. Вы представляете, в древнем историческом прошлом, когда люди жили, скорее всего, в пещерах, то этим людям необходимо было выживать. С этим согласны? Так вот, эти люди для того, чтобы выжить в этой пещере или в тяжелом социуме, вынуждены были объединяться между собой для выживания. С этим тоже согласны? Тогда что заставило людей объединиться? Трудности. Правильно? То есть можно сказать, что эволюционировало это по принципу люди объединяются, если существуют определенные трудности. Поэтому в случае, если люди разъединяются, если трудности отсутствуют. Поэтому я могу сказать, что из того, что эволюция развивалась, то у людей есть эволюционно выстроенная модель поведения, при которой, если в семье все очень хорошо, все зарабатывают деньги, у всех получается иметь свободное время, то именно в этой семье обычно и появляются разводы, в этой семье появляются разводы, и в этих семьях обычно появляются шатания, разброд, а также скандалы. И к таким скандалам нужно относиться как к элементам объединения, потому что в случае, если в семье начинаются скандалы, то это нужно рассматривать как элемент объединения. Почему? Потому что трудности должны стимулировать и объединять. Но здесь нужно рассматривать мужчину и женщину, потому что если мужчина скандалит, то, скорее всего, все связано с тем, чтобы разорвать отношения, потому что мужские скандалы всегда переходили в состояние войны. Вы знаете, что если мужчины ругаются, то война происходит. Если женщины ругаются, то они после этого самыми лучшими подругами со временем становятся. То есть можно сказать, что если мужчины ругаются или мужчины конфликтуют, то это в дальнейшем приводит к конфронтации, физическим проявлениям насилия и так далее. А в случае, если женщины ругаются, то тогда это объединяет этих женщин, они после этого начинают там семьями дружить и так далее. Я могу сказать, что стоит рассматривать вопрос скандалов вот с какой позиции. В случае, если женщина в семье ругается, то мужчина должен понять, что в этот момент он ни в коем случае не должен воспитывать свою женщину. Также он в этот момент должен понять, что он не должен ни оправдываться, ни что-то доказывать. Вообще это самое лучшее время для того, чтобы подождать. Я могу сказать вам, что самые лучшие семьи заключаются не в том, где есть женщины, которые уважают или ругаются, или нет женщин, а заключается в том, что там есть мужчины, которые в момент, когда они могут поскандалить, умудряются промолчать. И при этом не прообижаться, не пронести, а после этого, когда скандал закончится, подойти, просто обнять свою женщину, ну и объединить семью, именно то, что от него в этот момент и требует женщина. Вот если мужчины в этот момент существуют в этом, присутствуют на этом вебинаре и возьмут для себя это как идею, то очень много в жизни таких семей может измениться. Это будут семьи великолепные. Я могу вам сказать, в моей семье я никогда не скандалил. Почему? Какие бы ни были ссоры, каким образом, такого не бывает, на самом деле. Каким образом бы ни было конфликт, какие бы сложности ни присутствовали, я не участвую в спорах, а также не пытаюсь ничего никому доказывать. Обычно занимаю позицию даже не безразличия, а просто тихой апатии. После того, когда это все заканчивается, я даже не вспоминаю, почему. Я понимаю, что в хорошей бутылке шампанского образуются пузырьки. Этим пузырькам нужно иногда выбрызгивать. Поэтому хорошая женщина – это как хорошее вино, понимаете? А в хорошем вине, особенно в молодом, пузырьков больше, чем в вине взрослом. Правильно? Поэтому если пузырьки создаются, то нужно просто эти пузырьки переждать, когда они пройдут, и после этого дальше наслаждаться своим вином. Итак, не воспитывайте своих близких. Это относится и к мужчинам, и к женщинам. Вы знаете, очень часто женщины пытаются воспитывать своих мужчин, зятья своих тещ, мужья своих жен. Это очень частое явление, понимаете? Когда вы воспитываете, вы нарушаете
самый основной принцип кармических идей, который звучит так: нельзя ни в коем случае никого критиковать. А критиковать и воспитывать – это одно и то же. Потому что воспитание, оно всегда основывается на критике. Представляете? В идеальных семьях не должно присутствовать воспитание близких людей. Должно присутствовать, и это все можно назвать одним лишь словом. Вы это слово знаете, это слово уважения. Поэтому старайтесь не воспитывать, а старайтесь уважать. Какие мы еще знаем слова? Ну, наверное, не обвиняйте близких людей ни в чем, потому что сначала происходит критикование, после этого обвинение и после этого воспитание. Правильно? Если человека обвиняют, то после этого занимается позиция одного человека судья, а другой человек становится подсудимым. То есть один одного обвиняет, другой должен это все выслушать. Скажите, может ли комфортно чувствовать себя человек рядом с человеком, который без конца его судит за что-то? Естественно, если один человек судья, то другой человек подсудимый, между ними отношения будут разрываться. Тогда осуждать или судить этого человека – это тоже очень плохая карма, наверное, и, скорее всего, у человека в такой семье могут произойти потрясения. Конечно же, не критикуй, не воспитывай, не обвиняй, не осуждай. Это то, что нужно взять для себя, наверное, на вооружение, и в случае, если это убрать из своей семьи, то после этого может многое в семье измениться. Естественно, помните, я говорил в самом начале об интеллигентности. Тогда особенность интеллигентной семьи заключается в уважительном отношении, а все, что я сказал до этого, это все убирает все-таки уважением вот эти вот все элементы. Смотрите, не критикуй, а уважай. Вот смотрите, как это может проявиться. Вот у нас вечные поломанные трубы. Как нужно сказать этому мужчине? Может быть, ты не знаешь номеров телефонов этих канализационщиков. Может быть, я могу тебе помочь как-то с этими трубами. Ну, давай мы все вместе обсудим, что же с этими трубами делать. Правильно? Вы что думаете, что мужчины прямо все такие умные, как женщины? Ну, такого же не может быть. Почему? Мы очень монополярные, поэтому нам требуется бесконечное самососредоточение. Естественно, когда женщина думает о трубе 24 часа в сутки, так как находится дома, то мужчине нужно на протяжении дня работать, думать еще о чем-то, как деньги заработать, как хлеб домой купить и так далее. Естественно, когда женщина находится дома, она думает, что и он должен думать о трубе 24 часа в своей жизни. Естественно, женщина сталкивается или начинает критиковать такого мужчину, потому что эта труба ей мешает 24 часа в сутки, а ему она мешает только 10, когда он приходит домой ночевать. Поэтому их критическое разочарование неотремонтированной трубой, оно разное. То есть для него это, ну что ж ты завелась из-за какой-то трубы, что тут такого? Это он ей, скорее всего, ответит. А она, будучи дома 24 часа рядом с этой воняющей трубой, может прийти вот к такому критическому. Тем не менее, она может найти в себе возможность уважать и обсудить это на семейном совете. Сказать, какие у нас есть в семье помехи в ходе того, что у нас все-таки до сих пор не отремонтирована эта канализационная труба. Может, тебе необходима моя помощь? Может, мы совместно можем обсудить это? Ну, давай вот сейчас позвоним, или мы выделим время, сейчас вместе поищем. То есть какие-то пути решения, или там пусть сын займется этой трубой, возможно. Но точно не ты, идиот, задолбал, у нас даже трубы гнилые, как это обычно бывает. Ты вообще ни о чем не думаешь, трубы гнилые, ты сам гнилой, твоя семья, вот у твоего отца были гнилые трубы, у тебя и ты гнилой. Ну, известные истории на самом деле. После этого это все заканчивается неуважением, а кто кого будет уважать. Знаете, есть еще два типа уважения. Первый тип уважения заключается в том, что человека уважают с позиции интеллигентности, то есть уважают и разделяют его идеи, разделяют его, наверное, какие-то мысли. И второй момент – это уважают за то, что боятся. В курсе, да? А вот когда уважают за то, чтобы бояться, то в эту семью нужно добавить небольшое количество стрессов и физического насилия. То есть, если кто-то кого-то побил, то после этого человека начинают уважать. Такое в семьях тоже присутствует, вы представляете. У меня был знакомый
батюшка, который говорил, что я периодически свою любимую женщину побиваю. Я говорю, а для чего этого? Для чего это вам необходимо? Он говорит, она после этого рот закрывает, ведет себя хорошо, сосредоточенная, за детьми смотрит и так далее. Он говорит, это у нас в нашей религии нормально, и мы это рассматриваем нормально. То есть, если ребенка там воспитать ремнем, то после этого ребенок более послушный. Точно так же и с женой. Иногда я там жене дам в печень, и после этого она чувствует себя счастливой и меня надолго уважает. Вы представляете, бывает ли такое? Ну вот видите, уважение может быть еще и вот таким. Подскажите, как определить, что пропала энергетическая оболочка в квартире? Аня, ученица школы Кайлас. Когда пропадает энергетическая оболочка в квартире, то появляется пыль везде. Каким образом почистить такую энергетическую? Каким образом можно почистить квартиру, вы, наверное, уже знаете. Давайте я напомню. Нужно сесть в центре квартиры, запечатать эту квартиру можно указательным пальцем. После этого обязательно приставить на всех сторонах вашей квартиры символ в виде скрещенного ваджры. Помните, я когда-то об этом рассказывал. Как его построить, вы тоже знаете. Это построение ваджа при помощи слов Омахум Хахохри во все стороны вашей квартиры. И после этого представить, будто ваша квартира горит огнем. После этого представить, будто все сгорело. На том месте, где сгорело, представить, будто все стало сияющим, прозрачным. И после этого заполнить это ярким белым неоновым, возможно, или просто сияющим светом. После этого произнести Омахум Хахохри в 6 сторон или в 6 направлений света. В случае, если у вас не получается, существуют очистительные мантры Ом Абихнета Атрита Хумпхат, это мантра, убирающая грязь из помещения, и мантра, которая наполняет помещение светом и радостью, это мантра Ом Свабхава Шутха Сарва Дхарма Свабхава Шутхахам. Или же мантра, которая позволяет всем в семье помириться, это Ом Викате Роса Грасамани Соха. Знаете это? Ура, значит, здесь есть ученики школы. Когда смотрю на эзотерический символ, уже 5 минут начинаю зевать. Так и есть. Скажите, когда человек спит, что с ним происходит? Давайте я вам напомню. Когда человек спит, вот смотрите, у вас очень много нервных состояний. Вечером вы ложитесь, у вас очень много переживаний в вашем сердце, скорее всего, и в вашей голове. И вы ложитесь спать и не можете успокоиться. Одна мысль заменяет другую, переживание одно заменяет другое. После этого вы ложитесь спать, засыпаете, и утром просыпаетесь, и вам легче. Можно так сказать? Можно ли сказать, что засыпая, мыслей тяжелых больше? Или же, вот смотрите, так бывает тоже. Болит ножка, допустим, человек лег спать, утром просыпается, ножка не болит. Или там болит желудок, ночью поспал, утром желудок не болит. Знаете, что сон в большинстве своем является универсальным модифицированным методом, который помогает человеку выздороветь. Доказательства. Ну, в физиологии человека есть особенность такая. Наша иммунная деятельность работает лучше, если мы лежим параллельно Земле, чем если мы стоим вертикально на Земле. Вы знаете, что врачи очень часто человеку назначают постельный режим. Правильно? Почему? А теперь давайте подумаем вместе со мной, что же происходит, когда человек спит? Он накапливает энергию или наоборот ее отдает? Как же накапливает, если отдает? Ну вот у вас глупые мысли были, вы проснулись, их нет, значит вы их отдали. Вы смотрите, вы легли, у вас была болезнь, вы проснулись, у вас болезни нет. Тогда вы отдали болезнь. Правильно? Тогда что происходит, когда человек спит? Он отдает энергию, которая у него находилась в переизбытке. А где же она у него бралась? Он переживал на протяжении целого дня, в него сливалась чужая энергия. То есть человек говорил, вот выслушай меня, я тебе много чего полезного расскажу. Вы начали слушать эту информацию. Этой информации раньше не было у вас? Нет. А теперь она появилась в вашей голове? Появилась. Тогда можно сказать, что вам эту информацию влили в виде энергии. Правильно? А теперь эта информация, она должна куда-то деваться. Почему человек зевает? А вот смотрите, у вас не было энергии денег, и вы поставили символ, который связан с энергией денег. И после этого эта энергия, она должна каким-то образом в вас войти. Что будет происходить? Вам будет хотеться спать.
Поэтому если символы или талисманы вас заряжают, то после этого вам хочется спать, лечь и отдыхать. Почему? Значит, у вас энергии в переизбытке, и теперь есть необходимость сгармонизировать или выпустить ту энергию, которая находится в вашем теле в переизбытке. То есть смотрите, вы сели кушать, и после этого очень сильно поели или очень сильно объелись. Можно ли сказать, что вы наполнили себя энергией? Ну, конечно, раз вы это приняли в середину себя как часть физической. После этого что хочется делать? Спать хочется после этого. Почему? Нужно убрать переизбыток. Правильно, да? Таким образом, нужно четко понимать, где же все-таки недостаток энергии, а где переизбыток. Очень часто люди болеют как раз не недостатком, а бесконечным переизбытком. Вы представляете? Мы очень часто болеем переизбытком нервных состояний, переизбытком чувств своих, переизбытком каких-то, ну, я не знаю, там, недостатков чего-либо. То есть там не хватает денег, вас это заставляет переживать, после этого появляются мысли, и обижаетесь, после этого переизбыток чувств появляется и так далее. Ну, я ответил на вопрос, наверное. Дальше. Итак, сегодня мы рассмотрели вопрос, что если нет понимания в вашей семье, то вам нужно убрать 4 элемента. Это убрать критику, перестать обвинять человека, перестать его воспитывать и перестать его обсуждать. Естественно, хочу напомнить, вот девочка сейчас написала, что делать, если моего ребенка очень обижают в школе. Я вам могу дать совет. Для того, чтобы ребенка не обижали в школе, то ребенок должен быть не нарциссичным. Нарциссичный ребенок – это тот ребенок, который либо обижается, либо отворачивается, либо не здоровается. Это замечено уже, это не мои идеи. То есть это говорит о том, что у ребенка есть нарушение, и дальше послушайте меня, коммуникации. А почему у него нарушение коммуникации? Потому что мама ни с кем не здоровается и не общается. Потому что ребенок, скорее всего, не видит, потому что ребенок, скорее всего, дикий, возможно, понимаете, и он боится заговорить. Его не понимают, а когда ребенка обычно не понимают, то к нему так относятся. Вы представляете, отсутствие коммуникации и заставляет детей обижать. Почему? Обиды – это желание коммуницировать. Представляете, обиды – это желание коммуницировать. Да, в том виде, в котором это есть у этих детей. А если ребенок не хочет коммуницировать с этими детьми, ребята, в случае, если социум так устроен, что большинство детей коммуницирует в этом обществе, то у него нет шансов не коммуницировать с этим обществом. То есть ему все равно придется коммуницировать, либо его будут обижать. Либо он должен постоянно тратить определенный вид энергии на то, чтобы без конца бороться за свою, наверное, место под солнцем. Но это очень сложный процесс, и я считаю, что делать этого не стоит. Но нужно такого ребенка обязательно научить коммуникации. Это еще что такое? Я когда-то обучал ребенка, как коммуницировать с детьми. Я ему говорил, в случае, если к тебе начинают приставать, толкаться, то делай так. Я ему показывал, что такое армянское боевое искусство. Оно выполняется так. Человека берут вот так вот за одежду, и после этого вот так разворачивают руку, немножечко толкает рукой и говорит, что такое? Понимаете? Но это же не ударять этого человека, правильно? Смотрите, легче с этим человеком поговорить, если его немножечко оттолкнуть рукой, или все-таки лучше начинать кричать, драться, вытаращивать глаза? То есть что я обучал, как я обучал своего ребенка? Я его всегда обучал протягивать руку. То есть я ему говорил, что если ты хочешь познакомиться с человеком, ты должен ему протянуть руку и представиться. Меня зовут Святослав или меня зовут Эдуард. Понимаете? Почему? Вот когда он в школу пришел, то когда начинал знакомиться, то он протягивал руку учительнице или девочкам и говорил, меня зовут Святослав, меня зовут Эдуард, учительница и так далее. В метро я когда-то видел, с ним ехал, он протянул руку и говорит, здравствуй, меня зовут так-то и так-то, у тебя очень интересная игра на телефоне, можно я посмотрю? Мальчик, который ехал, говорит, хорошо, давай смотри, как она называется. То есть чему нужно было обучать этих детей? Быть вуйками, как говорят в нашей стране, в русскоговорящем СНГ, или все-таки научить этого ребенка коммуникации? А почему отсутствует коммуникация? Потому что
Родители не хотят общаться с детьми, и дети не понимают, что можно вообще с кем-либо общаться. После этого дети смотрят только в телефон, после этого переходят в ноутбук, и они не понимают, что коммуникация – это основной вид вообще функционирования в сообществе. Представляете? Можно ли коммуницировать или можно ли научить коммуникации? Да, коммуникация – это элемент интеллигентного отношения в обществе к другим людям. Естественно, если мама папу затыкает все время, если ребенка затыкает, то после этого ребенок приходит, и после этого он не знает, как общаться, его никто не научил. Тогда нужно чего его научить делать? Коммуницировать. Андрей Андреевич, если мама слушает вас и засыпает, это она тоже набирает энергию, да? Это меняет ее концепции, и после этого она засыпает. Правильно и делает. Вообще рекомендую, если вы прошли первую ступень и не можете вечером заснуть, включайте первую ступень, третий урок, там, по-моему, пятую ступень, это урок, который связан с сферами, перед сном, и будете спать. И будете спать. Почему? Я медленно разговариваю, монотонно, ла-ла-ла-ла, и после этого под это удобно засыпать. Скажите, у кого были такие моменты, когда смотрели первую ступень и засыпали? Могу сказать, что это нормальный процесс для каждого человека. Я сам себя слушаю и засыпаю. Да. После семинара РТЕ я очень стала плохо спать. Каждую ночь просыпаюсь в 2-3 часа ночи, не сплю, а потом на работу. Что мне теперь делать? Могло повлиять на сон? Помогите, пожалуйста. Нет, не могло повлиять на сон. Я считаю, что это совпадение, но такого не бывает. Иногда так бывает, что это, конечно, не осуждение, но в моей практике из-за того, что очень много людей, я могу сказать, что иногда обвинения, которые идут в мой адрес, там, они могут быть незаслуженные и необоснованные. То есть это выглядит так. У человека длительное время болит желудок. И после этого этот человек просмотрел семинар, и после этого он пишет мне: Андрей Андреевич, все, теперь у меня так болит желудок, до этого никогда не болел желудок и так далее. Я ему объясняю: а что у вас там? Ну, язва. Я говорю, язвенное заболевание желудка, оно развивается на протяжении 7-8 лет. То есть оно не может появиться в один день в тот момент, когда вы прошли семинар. Точно так же я могу сказать по поводу бессонницы. Бессонница не может развиться стихийно. Это не может быть процесс, когда у вас вчера не было бессонницы, а сегодня она появилась. Бессонница – это комплексное накопление элементов, ну, наверное, или паттернов сжатия в физическом теле, которое можно обнаружить в энцефалограмме в виде нарушения ритма альфа и бета ритма коры головного мозга. Это и называется бессонницей. Так вот, когда это происходит, это говорит о том, что происходит накопление и отсутствие релаксации мышц в теле. То есть, когда человек засыпает, то он очень медленно перестает расслаблять свое тело, потому что наш мозг так устроен, что человек ложится и после этого должен прямо иногда физическими методами сказать, там, икры расслаблены, позвоночник расслаблен, мышцы расслаблены и так далее. И после этого только уснуть. А человек за счет того, что у него большое количество стрессов, ложится спать, все его тело сжато, после этого он еще себя накрутил и после этого заснул. Он находится в состоянии напряжения, а ночью не происходит процесс релаксации, потому что в тот момент, когда человек испытывает состояние стресса, в очень большом количестве исчезает магний, фермент. Этого магния не хватает, и появляются вот такие элементы судорожные. И со дня на день, со дня в день, сначала это просыпание 10-секундное, потом просыпание там 10-минутное, потом просыпание 2-часовые, потом просыпание в 5 часов утра уже без возможности заснуть под утро, потом это просыпание 10 раз в день, потом это не может быть одномоментным моментом. Не может быть. Кто бы мне что ни говорил, если не было предварительно существующего стресса, то это 100% не было одномоментным. Невозможно, можно только отравиться в течение 1 часа, съесть что-то плохое и после этого отравиться чем-то плохим.
Все остальное это заболевания, которые не могут возникнуть одномоментно и очень быстро. Это то, что очень медленно проявляется. Поэтому, сори, скорее всего, это не из-за меня. Итак, скандал, который начинает женщина, связан с тем, что женщина чувствует, что семью нужно объединить. Поэтому каждый раз, когда женщина ругается, нужно обязательно понимать, что она вас, как женщина, обожает. Ура! Поэтому мужчина должен рассматривать этот вопрос скандала как элемент того, что вы все-таки не безразличны, и она все-таки хочет с вами еще отношений. Ура! Потому что очень часто в случае, если мужчина ругается, то это возможности того, что он, скорее всего, ищет возможности расставания. Также я могу сказать вам, что очень часто люди думают, что муж меня бросил, он ушел от меня к молодой. Неправильные слова, потому что мужчина и женщина не могут делать, это как лечить зуб, невозможно сразу просверлить и пломбу поставить. То есть нужно сначала пломбу, нужно сначала просверлить, потом поработать с этими каналами, потом поставить временную пломбу, потом еще там что-то. Точно так же и здесь. Скачить и уйти к кому-то. Он должен сначала найти себе объяснение, почему он бросает этого человека. Поэтому я очень часто говорю такие слова: от женщины, от мужчин не уходят. Вернее, к кому-то не уходят, а вот от мужчин и женщин как раз уходят. То есть как это выглядит? От меня Костя ушел к Даше. Нет, Костя сначала нашел 1000 объяснений, почему он от тебя уходит. Сначала он нашел 1000 объяснений, а уже потом нашлась Даша, к которой он ушел. Это именно так происходит. То есть сначала это было связано с тем, что был кризис жанра семейных отношений. Что разрывает семью и ломает эти отношения больше, чем все остальное? Отсутствие доверия. Вот в случае, если у меня будет телефон прятаться в сумку, а сумка будет на пароле, после этого, если у меня все ноутбуки будут запаролены, никто никуда не сможет влезть. В случае, если у меня деньги от сейфа и ключ только у меня, в случае, если я дома все прячу, закрываю и ключи у меня везде распрятаны, если я шифруюсь и веду себя как... она ведет себя как радист, как это, я как Штирлиц, в лучшие годы его работы, где он там работал, в Рейхе, то я могу сказать, что у нас теряется один элемент. Этот элемент: сначала появляется подозрительность друг другу, а после этого появляется недоверие. Почему? Ну, если это одна семья, то что скрывать? Я могу сказать вам, что у меня телефоны без блокировки. Когда я домой прихожу, мне нечего скрывать. Я беру свой телефон и ложу его на кухню. После этого его забирает моя дочь Маша и смотрит там YouTube, что-то там смотрит. Поэтому могу сказать, что это дает мне возможность понимания того, что моя женщина может каждую минуту свободно взять мой телефон, там, если ей необходимо что-то там поискать и так далее. Но этого не происходит. Почему? Потому что если бы я прятал, то было бы желание это сделать. А я не прячу, желания не возникает. Почему? Ну, нечего скрывать. Я ей когда-то говорил, у меня есть возможность любая, но у меня нет времени. Почему? Потому что все мое время занято моей семьей, моей работой. Конец. Понимаете? Я вообще могу сказать, что большая проблема для семьи и большая проблема женщин и мужчин заключается в том, что их скандалы очень часто возникают из-за того, что у них очень много свободного времени. Да, и мужчине, и женщине очень много свободного времени, и у них начинает бродить чувства и мозг, и это называется, наверное, «Горе от ума». Хорошую книгу когда-то написал, кто, кстати, написал? Чернышевский? Грибоедов, да? Двойка мне. Естественно, «Горе от ума». Знаете, я когда там Чацкий был, да, «Горе от ума». Там очень интересная книга была, и нас заставляли в школе ее изучать. И когда прочитана была книга, то всегда появлялся такой вопрос. То есть они никогда, там не было описания ни работы никакой, ну ничего, понимаете, то есть у них бесконечное выяснение каких-то там ситуаций. И всегда возникал такой вопрос, что же они делали, понимаете? И
сразу же вывод, это у них было горе от ума. Почему? У них было слишком много свободного времени. Поэтому я часто говорю себе, окружающим, близким, я говорю, труден день до вечера, если делать нечего. Поэтому в семье, в которой очень много свободного времени у мужчины и у женщины, обычно и появляются какие-то ссоры. Понимаете? Почему? От скучноты. Поэтому дедушка раньше ходил на завод, бабушка ходила на рынок, после этого они стали пенсионерами и начали жить в одной комнате перед телевизором. Им конец. И после этого начинается, а вот помнишь ты когда-то, а вот ты, и там начинается выяснение отношений. Почему? Потому что им просто делать нечего, у них начинаются ссоры на ровном месте. Естественно, можно ли это как-то изменить? Конечно, нужно стараться занимать себя детьми в случае, если необходимо, там, бытом в случае, если необходимо, ну, чем-нибудь, но обязательно это время должно быть занято. Вообще я считаю, что любой скандал – это элемент манипуляции. Я считаю, что любой скандал должен привести человека к какому-то выводу или к какой-то манипуляции. Я очень часто говорю женщинам такие слова. Не нужно скандалить дома, потому что обычно вы выходите замуж за человека уже сформированного. То есть, скорее всего, это человек, который уже вырос, у него есть свои идеи. И когда вы скандалите, то вы, скорее всего, сделаете человека, который будет точь-в-точь похож на вас. А теперь положите руку на сердце и скажите, вы бы хотели видеть в своем мужчине или в своем сыне точную копию себя? Вы представляете, наверное, не особо, да? Тогда зачем из этих людей при помощи скандала делать полную копию себя? Тогда нет смысла, получается. Тогда в случае, если бабушка очень сильно воспитывает своего внука, то тогда к чему это может привести? У бабушки нет, наверное, мужественности. Также у бабушки есть, наверное, там какие-то другие качества, которые она наработала. И после этого вырастают вот такие мальчики, которые всего боятся, которые внешне, возможно, очень покладистые, интеллигентные, но они ни с кем не познакомятся. Почему? Потому что их обучала бабушка, как вести себя хорошо, как правильно заправлять брючки в носочки, футболку в штанишки, понимаете, и так далее. И после этого мы видим вот таких мужчин, которые вроде и состоялись, понимаете, смотришь на них, они не хотят, потому что их обучала бабушка, потому что бабушка делала из них полное повторение себя. Тогда можно ли сказать, что таким мальчикам было необходимое прямо забивание бабушкой, чтобы была полная копия бабушки? Ну вот и получается. А знаете, почему между отцами и детьми постоянно возникают конфликты? Каждый человек, который проживает на земле, этот человек сталкивается с критикой самого себя. То есть мы обычно сталкиваемся с тем, что некоторые из наших чувств или эмоций, или даже каких-то качеств, скорее всего качеств, нам не подходят, они нам не нравятся. И мы бы хотели их изменить, но они у нас врожденные. То есть мы, знаете, как с этим попугаем, который матерился и вырывал последнее свое перо. То есть мы понимаем, что это качество плохое, но мы ничего не можем сделать, и когда на него нажимает кнопка, мы в очередной раз это делаем. То есть это качество, которое передано нам или сформировано и уже является частью нашей жизни. И когда у нас появляются дети, мы их пытаемся воспитать так, чтобы они не повторили те качества, которые нам не нравятся в нас. То есть я харизматичный полудурок, извиняюсь, что это говорю, это не так, или так, не знаю, это нужно у жены спросить. Я, допустим, харизматичный полудурок, хотел бы, чтобы мои дети не имели такого качества, а в противовес этого выросли, может быть, очень податливыми, мягкими, теплыми людьми. И после этого, кого я рядом с собой воспитаю? Я воспитаю человека, который будет полной противоположностью меня. Правильно? Тогда скажите, если этот человек будет полной противоположностью меня, то он будет меня раздражать? Да, вы представляете. Поэтому, когда мы воспитываем наших детей по принципу, пусть они не повторяют наши ошибки, то мы воспитываем в них качества, которые нас же самих раздражают. Правильно, да? Ну вот, ну это разумно, наверное, да? Естественно, наши родители, они воспитывали нас
Каким образом? Они старались сделать так, чтобы мы не повторили их слабые стороны и их слабые качества. Правильно? Тогда на кого будут похожи наши дети? На наших родителей. Вы представляете? Тогда можно ли сказать, что наши дети больше сходятся с нашими бабушками, чем мы сходимся с нашими родителями или нашими детьми? Ну, так это ни для кого не открытие, правильно? 100%. А это объяснение, почему именно так и происходит. Поэтому наши бабушки имеют больше влияния на наших детей, так как наши дети больше всего на них именно и похожи своими качествами. Потому что бабушки воспитывали нас в противовес своей слабости, чтобы мы были сильными, а мы в противовес своей угнетающей силы пытаемся воспитать в ребенке слабость. Поэтому слабая бабушка после этого с удовольствием общается со слабым нашим сыном. Ну вот так мы и живем, представляете. Естественно, когда у нас родятся внуки, тогда они будут ближе для нас, чем наши дети. Увидите, у кого уже есть, вы уже на это обращаете внимание. Поэтому, когда были маленькие дети, то они умудрялись конфликтовать. Почему? Они все не хотели, чтобы мы их перебороли. А вот когда рождаются у нас уже внуки, то эти внуки, они очень похожи на нас, такие же мягкие, пушистые, добрые. Или наоборот, такие похожие на бабушек, дедушек, особенно своими эмоциями и определенными качествами. Марина пишет, и все-таки, ребята, кто-нибудь скажите, какая цель у организации РТЕ? Смотрела и нет у меня четкого понимания. Скажите, у нас сейчас разве вебинар, который посвящен РТЕ? Давайте я еще раз объясню. Наш сегодняшний вебинар посвящен не организации Института развития творческой единицы, а он посвящен бесплатному вебинару, который я провожу по пятницам. И это эзотерические вебинары, просто так проводимые, посвященные школе Кайлас. Скажите, какую практику проводить, чтобы почиститься после приема клиента и как от него отключаться? Ух ты, хороший вопрос. Делается это так, на уровне груди складываются вот так вот руки, и на вдохе и на выдохе делается разрывание. И после этого вот так сбрасывается с себя. На этом все заканчивается. Поэтому если вы отошли от человека, и вам очень плохо, и вы не можете никак еще убрать те чувства, которые у вас возникали в тот момент, когда вы работали с этим человеком, то сделайте, как я вас научил. Раз, два, три, четыре. Хороший вопрос человек задал. Как на протяжении 1 секунды открыть чакры? Тоже могу рассказать. На протяжении 1 секунды чакры открыть очень несложно. Нужно задержать воздух и сделать несколько движений вот так вот руками. После этого прогнуться назад и выдохнуть. В этот момент ваши чакры все откроются, кроме первой. Понятно? Раз, два, три. И после этого раз и выдыхаем. Все, чакра открыта. Конец. Несложно? Вот теперь можете дома открыть. Засыпаю хорошо, через пару часов начинаю постоянно просыпаться. И так всю ночь. Совершенно не высыпаю, затем весь день разбитое состояние. Это, скорее всего, связано с сердечной недостаточностью. Поэтому, когда человек ночью просыпается, и он не может заснуть, особенно если просыпается от страха или во сне что-то страшное приснилось, то это, скорее всего, выглядело так на физиологическом уровне. Когда человек засыпает, все его тело расслабляется. Происходит процесс релаксации, расслабления мышечной мускулатуры. В этот момент точно так же расслабляется, особенно сильно расслабляется гладкая мускулатура. Когда она расслабляется, то одна из самых больших мышц гладкой мускулатуры – это перикард, мышца нашего сердца. Она ведь тоже расслабляется. А там ишемическая болезнь сердца, то есть сердце и так расширено. И когда оно расслабляется, оно просто затухает и останавливается ритм. В тот момент, когда ритм сердца останавливается на фоне ишемической болезни сердца или там каких-нибудь сопутствующих заболеваний, как там экстрасистолия, какая-нибудь брадикардия, тахикардия, то в этот момент происходит выделение надпочечником гормона адреналина. И в этот момент снится сон, как будто вы хотите крикнуть, но у вас не получается. И в этот момент вы вскакиваете за счет, и у вас страх. Почему? Это адреналин. Естественно, если адреналин выделяется, то после этого он
должен каким-то образом быть угнетен. И это длительный промежуток времени, не менее чем 2 часа. Как быстро убрать адреналин из организма? Нужно выпить сладкий чай. Или выпить, или съесть столовую ложку сгущенного молока. Понятно? То есть, если вы ночью вскочили от того, что чего-то испугались, нужно встать и 3 метода есть. Сладкое что-нибудь съесть, молочка выпить, а еще лучше кусочек валидола в рот, и после этого глубокие вдохи и выдохи, чтобы стимулировать свою сердце. Здравствуйте. Вчера перед сном был как сильный удар в затылок. Сразу все в глазах закрутилось. Невозможно было зафиксировать взгляд. Словно центрифуга. Прокрутили со всеми признаками сотрясения мозга. Через символ обращалась вам, читала мантры, отпустила. Днем периодически кидает в это состояние. Это у вас инсульт. Что с вами? Это у вас сумасшедшее высокое давление. Это причем тут, ну, не нужно же все сводить к тому, что это вот целиком только энергетические проблемы, понимаете? Нужно обращать внимание, это же физиология. Когда у человека болит в затылке, это говорит о том, что у него очень большое давление, скорее всего диастолическое. Естественно, нужно в это время принимать препараты, потому что это же очень страшно получить инсульт, понимаете? Зачем это необходимо? Вот сейчас человек говорит, там, обращаюсь к вам, помогаю и так далее. Но это хорошо, знаете, есть даже пословица хорошая, на Бога надейся, а сам не плашай, да, говорят. Вот и я считаю, что на Бога надейся, сам не плашай, поэтому в случае, если у вас прямо такие состояния, то нужно обращать внимание на свою физику. Наше физическое тело, оно со временем изнашивается. Не было еще ни одного человека, который бы родился и после этого не умер. Поэтому наша жизнь это только, как там у Гурченко было, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Ну вот так мы и живем, понимаете. И естественно, у меня был недавно разговор такой с человеком, он говорит, вот, я начал себя чувствовать плохо, и у меня уже нету таких сил. Я говорю, сколько вам лет? Он говорит, мне уже пошел 6-й десяток. Я говорю, ну так, вы уже не можете чувствовать себя так, как 18 лет. Вы уже взрослый мужчина. Он говорит, я еще в этом ракурсе не думал. Я говорю, надо же, вам очень повезло, что вы в этом ракурсе не думали. В очень хорошем состоянии. А он там ищет колдунов, которые у него энергию из первой чакры высасывают. Я говорю, ну вы даете. 60 лет у вас уже из первой чакры никто высасывать не будет. Что у нас находится в первой чакре? Давайте я вам скажу. Там находится сфинктер заднего прохода, понимаете? Если первая чакра закрыта у человека, то это проявляется в виде запора. Представляете, в виде запора. Запор у вас, первая чакра закрыта. Тогда человек, ко мне люди приходят и говорят, у меня из первой чакры кто-то постоянно отсасывает энергию. Я говорю, да ладно. И не пачкается, да? Ну и глуп тот человек, кто будет у кого-то отсасывать из первой чакры, сильно запачкается при этом. Ладно, извините. Просто мне нравятся эзотерические преподаватели, там, которые с вытаращенными глазами все время говорят, это у вас первой чакры энергии нет, это у вас вампиры из первой чакры высасывают вашу энергию. Глупые вампиры. Глупые. Пусть другой высасывает. Я опоздала. Вы уже рассказали, как избавиться от бородавок, ВИЧ, конъюнктивита. Андрей Андреевич, как избавиться от бородавок? Волшебная просьба. Как избавиться от бородавок? Достаете $100. После этого делаете так. Дорогой Андрей Андреевич, как избавиться от бородавок? Я говорю, от бородавок избавиться вот так. После этого следующие $100 достаете. Как сделать так, чтобы муж не выпивал? Я говорю, вот, чтобы не выпивал, сделайте так. Какие еще вопросы? Там еще такое. Пожалуйста, $100. Вам приятно, а мне хорошо, и мои дети. Я велосипед куплю кому-нибудь. Вы понимаете, ну, очень хорошо, что можно дуйко поюзать. Сегодня пришла какая-то девочка, она говорит,
Андрей Андреевич, я болею, как меня полечить? Можешь полечиться вот так? После этого, я вот решила бизнесом заниматься, можно мне этим бизнесом заниматься? Можно, да, занимайся. А будет получаться? Ну вот здесь не будет, а здесь будет. А потом, это можно делать? А что у меня будет в семье? Я говорю, ты ученица школы? Нет. О, что это ты мне задаешь вопрос? Зачем ты пришла ко мне и юзаешь меня? Кто тебе сказал? Там Оля сказала. Ну иди Оле эти вопросы задавай. Что ты ко мне пришла? Что, бесплатная гадалка или что? Я говорю, ты что-то не поняла. А как мне вообще, сколько я вам должна заплатить? Я говорю, ложись $100, я с тобой 20 минут разговариваю. После этого заканчиваем разговор. Почему я решил прекратить прием людей, почему я решил не заниматься с людьми? Я могу вам сказать, мне слишком дорогая жизнь, представляете? Я слишком дорого стою, получается. При этом я так дорого стою уже давно, и объяснить себе, зачем я просто так принимаю людей, я, если честно, не могу. Не могу. То есть я могу жить совершенно по-другому. То есть я свою миссию, я понимаю, себе мог объяснить там, книги я писал по здоровью. Мне интересно было посмотреть, как препараты работают. Но уже 7 лет это я делаю, и уже об этом все известно. Но вот так вот принимать для того, чтобы лечить, знаете, наверное, уже не готов. Почему уже не готов? Потому что больше созидаю в случае, если этого не делаю. Представляете, я 1 неделю не попринимал, дописал книгу, которую 5 лет не мог написать. Но эта книга может быть интересна. Теперь микрофон возьму, ее за субботу-воскресенье начитаю на микрофон и после этого выпущу как аудиокнигу, совершенно бесплатно выложу. Может ли кому-нибудь это понравится? Ну, конечно, очень интересные идеи в книге. Пусть это будет, это же творчество. Тогда, если бы я просто принял там 70-80 человек или там 100 человек в это время, то дописал бы я эту книгу. А что полезнее? А в книге рассматриваются вопросы любви, в книге рассматриваются вопросы отношений, очень интересные вопросы, наверное, становления мужчины как мужчины. Знаете, кому может быть интересно? Всем это эзотерическая книга, причем я давно ее хотел уже выпустить. Может ли она быть интересной? Я думаю, что если ее люди будут читать, они будут более добрыми. Возможно, у кого-то появится желание вспомнить о своих родителях. Знаете, она может воспитать у человека возможность радоваться жизни и так далее. Тогда что полезнее? Наверное, полезнее это тоже. Откуда появляются психоэмоциональные провалы, когда все и все кажется бессмысленным и раздражает? Заранее спасибо за ваш ответ. Очень разумные слова задает человек. Откуда берутся психоэмоциональные провалы, когда все раздражает и ничего не хочется делать? Они возникают от отсутствия мотивации. Вы представляете, вот в моей жизни такое было. Будучи юношей достаточно везучим, я очень быстро научился ярко зарабатывать себе на хлеб. У меня это получалось из-за того, что достаточно коммуникабельно. Не хвалю себя, это как бы само по собой получалось. Как-то так все складывалось ровненько, со мной хотели разговаривать люди, у меня получалось зарабатывать. Но знаете, появлялось периодически такое ощущение, как будто, зачем это? То есть собирались суммы денег, эти суммы денег превращались в более большие суммы денег, развивал этот бизнес и так далее. А потом появлялся вопрос, зачем это? То есть, и что? После этого встречался там с одной девушкой, потом встречался с другой девушкой, как-то у меня там никак не срасталось. И потом было со временем открытие. Это открытие звучит так: у меня появилась семья. Я могу вам сказать, что когда у человека появляется семья и появляется много детей, то у человека исчезают все элементы, зачем это нужно. Почему? Потому что это мощнейшая мотивация в жизни. То есть ты хочешь для детей, ты хочешь для семьи, ты хочешь для этого. Представляете? Хочешь уже, им по 1 году, а я хочу для их детей уже сейчас. Понимаете? Почему? Потому что это и есть, наверное, мотивация, она мотивирует человека. И в этот момент бессмысленность исчезает. Наверное, особенность многих людей заключается в том, что семья – это необходимое качество, которое все-таки необходимо человеку. Я считаю, что семья – это то, что может убрать вот эту бессмысленность и наполнить человека все-таки осмысленным смыслом в жизни.
Конечно же, женщины иногда говорят: Андрей Андреевич, но у меня не получается создать семью, что мне делать там, а если я не могу никак там довериться мужчине и так далее. Я могу вам сказать, соглашайтесь иногда. Я сегодня с девочкой одной разговаривал, она говорит: все мужчины, с которыми я встречаюсь, они временные. То есть это мужчины, которые там встретился со мной, после этого неделю побыл и после этого меня оставляют. Я ей сказал сегодня те слова, которые когда-нибудь скажу своим дочерям, когда они вырастут. Я им скажу такие слова. Женщина должна вести себя так с мужчиной, чтобы он как можно больше в нее вкладывал. Я говорю это серьезно. Почему? Подумайте сами, если мужчина вкладывает в женщину, то ее потом жалко бросить. Правильно, да? То есть если мужчина... А если женщина сразу же легла в постель с этим мужчиной, и он ничего не вложил, ну, тогда, возможно, продолжения может и не быть. Вы представляете? Поэтому я всегда говорю, женщина, она должна быть дорогой. И эта дороговизна, она должна быть где-то, ну, где-то и в недоступности. Вы представляете? Да, можно ли спать с мужчиной, там, сразу спать? Так можно. Но нужно делать так, чтобы, скорее всего, мужчина к этому пришел правильно. Почему? Там, дорогой букет, хотел сказать, вино. Дорогой букет, наверное, украшения, наверное, хороший ресторан. Ну, наверное, женщина должна показаться ему, наверное, престижным элементом. Также женщина не должна стесняться принимать от мужчины ухаживания. Она должна поощрять его в ухаживаниях. И это все делает из этой женщины женщину, в которую он вкладывает. После этого, когда вкладывает, уже вот так бросить не хочется. Поэтому, когда он будет писать «любишь меня», пишите «конечно люблю, но я еще люблю iPhone 5». Это я так шучу. Но, тем не менее, знаете, я считаю, что тот мир, который свел все сейчас к поиску сексуальности, он ошибочен. Потому что мужчина ищет женщину, и после этого женщины находятся, после этого женщина просто спит с этим мужчиной. И мужчины становятся в некотором смысле балованными мужчинами. Почему? Их не стимулирует жизнь к тому, чтобы они что-то достигали или к чему-то приходили. И это бы они могли сделать благодаря женщинам. То есть происходила бы просто вот такая эволюционная цепочка желания чего-либо достигать ради женщины. Это нормальный процесс. Я считаю, что женщины где-то, я никого не обвиняю, но, возможно, женщины тоже виноваты в том, что они стали где-то доступны. В случае, если бы женщины не были такими доступными, то, возможно, мужчины бы более ярко к чему-либо в жизни стремились. Также я могу сказать вам, что в случае, если мужчина, наверное, начинает жить с женщиной, то в случае, если эта женщина, на которую он тратил много энергии, много сил, она становится в его глазах очень дорогой, он ее уже никогда не бросит. Поэтому поощряйте мужчин, которые вам будут покупать шубы, дорогие украшения и так далее. Почему? Мужчины более меркантильные, чем женщины. Поэтому для мужчины вкладывание в женщину денег – это элемент ее, наверное, или элемент застолбления. Прямо вот такого. Понимаете? Я считаю, это очень разумно. Не нужно быть... Вы знаете, еще раз о социуме хочу сказать. Раньше в советское время были такие слова. Они плохо называли женщин, которые охотно вступали в интимную связь с другими мужчинами. Были даже такие названия детские. Я их повторять сейчас не буду, вы их все прекрасно знаете. Так вот, сейчас быть такими женщинами стало модно. Понимаете, сейчас это считается модно, это считается престижно, это обговаривается, знаете, это считается, ну, поощряется. То есть это обсуждается в социальных сетях, создаются группы, которые обсуждают, у кого сколько было там половых партнеров, сколько они заплатили там лаве и так далее. Вы понимаете? Я не говорю, что это плохо или хорошо, это особенность такого социума. Но я могу сказать вам, что в большинстве своем вот будущего может и не быть у таких женщин, у таких мужчин. Почему? Есть такая энергия, которая называется подселение в человека энергии блуда. Вы представляете? Оказывается, такая энергия, она тоже присутствует. Если блуд начинает
делать человека одержимым, то он может в дальнейшем перейти либо в состояние алкоголизма, либо в состояние онкологического заболевания. Поэтому блудом инфицирует. Получается, если женщина, которая пропускает через себя какое-то количество мужчин, и найдется хотя бы один мужчина, который является носителем вот этой энергии блуда, то после этого этот блуд может делать женщину одержимой. И у нее потомство такое потом появляется, которое имеет вот такую энергию. А что же, или как меняет? Вы представляете, когда живет такой ребенок, то он с самого детства ни о чем не может думать, только об интимной близости. Это обычно мальчики. Но ему же нужно вырасти, ему после этого нужно поучиться, ему после этого нужно там, в армию сходить, я не знаю, там бизнес делать. А он не может ни о чем думать, потому что все его естество 24 часа в сутки настроено только на это. Это энергия блуда, он не может от нее избавиться, вы представляете? Есть ли какие-то обряды, которые убирают? Есть. Есть такие обряды, которые убирают. Если это возникает, то нужно убирать. Я этим занимаюсь, это есть в моем семинаре, по-моему, называется «Противоядие злу». Там я рассказывал о дыхании специальном, которое убирает у человека вот эту энергию блуда. И после этого, если человек это делает долго, хотя бы там 3-4 месяца, то очень в жизни все изменяется. Особенно у мальчиков. Становятся сосредоточенными, становятся более талантливыми, появляются идеи грамотные, появляются даже физически лучше становятся, красивее. Представляете, это потрясающе. Андрей Андреевич, есть ли прививка в виде мантры от энергии блуда? Да, есть. У нас есть такой семинар. Вы знаете, я обязательно его сейчас постараюсь даже вам открыть. Хотите? Я вам его открою, этот семинар. Мои семинары вот я открываю. Я просто так его не помню наизусть. Я открою сейчас мои новые семинары. И здесь ищу. Ага. И здесь еще от магии, чтобы блудливым не был. Так вот, чтобы блудливым не был, есть такая практика, человек на вдохе произносит ад, а на выдохе улбха. Ад улбха. Вот так. Вот так. Ад улбха. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы моя мама захотела выходить на улицу и радоваться жизни? Она стала ленивой. Да. Она стала ленивой. Я обеспокоена ее обездвиженностью, радоваться жизни, меня тяготит. Муж всю жизнь меня воспитывает, начинает с самого утра, и это плохо, то плохо. Отвлечь себя другими мыслями. Я очень часто говорю такие слова. В тот момент, когда близкий человек старается вас без конца воспитать, уважайте те слова, которые он говорит. Но про себя произносите те слова, которым я обучаю в школе Кайлас на первой ступени. Я обычно говорю, а я при чем? То есть там бла-бла-бла, все очень плохо, там у этих все забрали, говорите, я при чем? У меня все хорошо. Таким образом, если у него все плохо, это не значит, что у вас все плохо. Поэтому делайте так, чтобы у вас тоже присутствовала такая мотивация в виде слов «а я при чем?». У меня все плохо, а я при чем? Дело в том, что семья – это, наверное, не просто один человек, это, наверное, одно большое «я». Поэтому, когда я говорю «семья», то обычно и говорю, что особенность поведения в семье должна заключаться в том, что люди не используют слово «я». Вы представляете, что может разрушить семью? Может разрушить семью 3 слова, 2 слова. Это 2 слова, которые есть в лексиконе близких людей. Это слово «а ты». Есть слово «а ты», это на 100% разрушит вашу семью. Если вы будете произносить «а ты», рано или поздно в вашей семье будет конец. Почему? А если это слово присутствует, его заменить на слово «мы», тогда вы проживете долго и счастливо. Потому что в семье обсуждение должно происходить вот так. Наши дети, нам, и как у нас дела, и кто у нас болеет.
и кто там у нас пищит, понимаете? То есть вот таким образом. А когда ты, ну тогда, скорее всего, ничего не произойдет. Я вообще могу сказать, особенно для мужчин многих, мужчина может забыть критику. Мужчина может забыть критику, ее может простить. Если мужчину критиковать, он привычен к этой критике, потому что обычно мужчинам не свойственно нарциссизм, может быть какой-то, мужчины более, ну, может быть, подвижные существа, но не женщины. Поэтому в случае, если женщину критиковать, это и женщину убивает. Я считаю, что ни одна женщина не заслуживает того, чтобы ее критиковали. Ее нужно наоборот вдохновлять, поощрять и делать из нее кумира. Вы представляете, таким образом женщина может засветиться и показать свои самые тайные, скрытые какие-то особенности. Поэтому критика – это то, что делает из красивой женщины самую страшную женщину. И, наверное, поощрение и где-то хвальба, возможно, какие-то там становление женщины на подиум, даже, знаете, это может привести к тому, что самая, наверное, неудачная и некрасивая женщина начинает блистать и начинает становиться какой-то особенной. У меня была подружка, ее звали Наталья. Когда-то отец ее привел, когда сыну моему Эдуарду необходима была нянька. И он говорит, пусть моя дочка у вас поработает. Ей было 19 лет, я ее сейчас опишу. У нее был 1,50 м роста, искривленный позвоночник очень сильно, нос с очень большой горбинкой, тонкие губы, очень плохие волосы. И она сгорбленная, у нее длинные руки, как петли, ну и вес был, ну я не знаю, 35 килограммов. При этом еще и плохие зубы, ошибка прикуса, шепелявые и так далее. Ну, очень-очень-очень плохо выглядела девушка. И она низкий тембр голоса имела, когда с ней разговаривали, она басила еще, знаете, по всему, маленькая, худенькая, и все и с басом разговаривали. У нее черные волосы были. Вы представляете, когда-то на Новый год она мне говорит, когда же я найду любимого человека? Я ей тогда предсказал, выйдешь за мужчину, он будет не русским, выйдешь вот после Нового года, и будет у тебя очень счастливая судьба. Потом она уехала в Турцию, там познакомилась с киприотом и вышла замуж за киприота. Ее не видел 5 или 6 лет. Потом, когда ребенок вырос, она приехала и позвонила и говорит, это Наташа, хочу встретиться. И я хотел с ней встретиться, и рядом с ней стоял, в упор на нее смотрел и не мог узнать ту Наташу, которую я знал раньше. Любовь ее сделала другой. Она стала высокой, у нее выровнялись плечи, она покрасила волосы, у нее раскрылись глаза. Вы понимаете, передо мной стояла совершенно другая женщина. Она была любимая кем-то, она была очень красивая кем-то. И вот эта любовь, она, да, ее полностью преобразила. То есть мужчина не заклевал ее, она жила с мужчиной до этого. И они как-то приехали ко мне домой, и ее мужчина забыл телефон. Я говорю, слушай, Наташа, а ты позвони со своего телефона на его телефон, а я посмотрю, и где-то, наверное, в диване там этот телефон застрял. И после этого она начала звонить, начал вибрировать телефон. Я подошел к дивану, достал телефон, читаю, а она ему звонит на его телефон, и она его девушка. А на телефоне отображается слово «крокодил». Представляете? Было написано «крокодил». А он у нее был как любимый, понимаете, она у него как крокодил. Вот видите, кощунство. А потом она все-таки нашла вот такого мужчину, вы представляете, и этот мужчина ее преобразил. У нее очень красивые дети появились. Сейчас, когда я ее вижу, я не могу поверить, что я раньше видел в этой женщине что-то некрасивое. Она является прямо элементом красоты, представляете. В ней узнать того человека, больного дистрофией, я не знаю, там, горбатости, просто невозможно. Она красивая, мне кажется, она даже выросла. Почему? Ну, может быть, ей крылья помогают, знаете. Но, тем не менее, могу сказать, что это очень-очень хороший пример того, как женщина может изменить настоящее хорошее отношение мужчин. Но если мужчина начнет утром просыпаться и начнет говорить, ну, чё, как дела? Ну что, твоя попа стала еще больше, да? После этого, ну и чем ты там занимаешься? 3 рубля зарабатываешь, лучше бы ты дома сидела. То есть, что я сейчас сказал?
раскритиковал, подколол, да. Сейчас я тебе расскажу, как ты должна жить. Ты должна дома сидеть, залезть в кастрюлю, накрыться крышкой, да. Это значит объяснение женщины, какое мнение у нее должно быть правильное, да. Что-нибудь еще нужно туда придумать. Ну и после этого воспитания. Вообще ты должна, и начинается. Когда я прихожу, ты должна стоять и меня принимать. Я снимаю пиджак, ты его спрятала, ты поняла. И вообще запомни, ты здесь никто. Здесь я имени меня в честь меня. А ты, хочу тебя выкину, а хочу еще поживешь. Ужас, да? Вы знаете, такие семьи бывают. Говорю вам, такие семьи бывают. Естественно, дети, которые в этих семьях живут, они обычно поддерживают папу. Папу. Почему они папу поддерживают? Потому что маму можно использовать. Вообще я хочу вам дать совет. Я сегодня видел, сидел ребенок и говорил: мама, пойди мне воды принеси. Мама, пойди мне принеси колготы. Мама, пойди мне еще что-то принеси. Она вот так вот кричала через весь зал, не стыдясь того, что перед ней сидят еще целая куча взрослых людей. Представляете? То есть это для их семьи само собой подразумевал. Понимаете? У нас это выглядит так: папа, принеси что-нибудь. Обычно я говорю: давай своими маленькими ножками сходи, налей и принеси себе. Окей. Почему? Я обычно говорю такие слова: в нашей семье рабов нет. В нашей семье рабов нет. Хочешь что-то сделать, встаешь, идешь и делаешь. Почему? Потому что у каждого здесь есть только обязанности, а права делит папа. Здравствуйте, прошла первую ступень, дали техники запечатывания квартиры. Надо ли это делать, если живешь в своем доме? Конечно, надо. Можно запечатывать. Лечится ли преждевременный климакс? Могу обратиться вам в личку? Пожалуйста, можете написать. Лечится. Дальше. Алкоголизм. Можно ли жить с таким человеком и чем ему можно помочь? И тут обычно задаю такой вопрос. Почему алкоголики становятся алкоголиками? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Почему человеку вообще хочется пить? И элементов этих есть несколько. Один из элементов – это элемент «человек обижается». Вы представляете, этот человек очень сильно обижается. Итак, алкоголик становится алкоголиком, если он обижается. А на что он обижается? Он обижается на критику. Его критикуют. Его критикуют, он обижается и после этого начинает выпивать. А еще, алкоголь – это определенные виды неудовлетворенности. Какие виды неудовлетворенности? Первое. Неудовлетворенности в виде голода. Человек хочет есть. Когда человек хочет есть, он начинает принимать алкоголь. Это очень частое явление. То есть люди, которые работают на стройке, рано приезжают, после этого до обеда они там наработались, и после этого им хочется покушать. И вот они говорят: давай мы сейчас пойдем что-нибудь купим. И после этого покупают выпить. Почему? В алкоголе много калорий, организм это воспринимает как полноценное питание, и после этого человек продолжает работать. Дальше, второе, наверное, это сексуальная неудовлетворенность. Вы представляете, есть такой тип мужчин, которые в момент того, когда они хотели бы с кем-либо познакомиться, боятся это сделать и не знают, как это сделать. Они воспринимают женщину как некий космический аппарат, с которым нужно встретиться, и перед тем, как с ним познакомиться, нужно его обязательно напоить. Ну и начинается вот такая вот ерунда. Вы представляете, после этого, сейчас это вызывает улыбку, знаете, но вы знаете, это огромная трагедия для вот таких вот мужчин. Этих мужчин много достаточно. Вы представляете. Еще я могу сказать, что есть еще и третий элемент. Третий элемент – это плохое самочувствие этого человека. Вы знаете, какое большое количество людей сейчас, которые приходят ко мне, имеют заболевания. Вы представляете, очень часто вот эти вот дети, которые начинают выпивать алкоголь, вот эти дети, которые начинают выпивать часто, у этих детей я вижу нарушение общего физического состояния. Вы представляете, так гипертония может заставить человека выпивать. Вот человеку плохо, но он думает, что ему плохо, потому что он хочет выпить. А на самом деле это самая настоящая гипертония. То есть у человека плохое настроение, допустим, нарушение психической деятельности, не высыпается, плохо себя чувствует. И после этого
Единственный доступный, наверное, такой вот общеукрепляющий или легко убирающий боль, тревожность, это же нейролептик алкоголь. Поэтому очень часто у людей вегетосудистая дистония на фоне гипертонии или просто гипертония, или какие-то смешанные типы, или там у человека общая усталость, там авитаминозы, ножки начали болеть, там, стресс, там, у человека там давление в голове поднялось, там, тошнит человека, ноги болят и так далее. И он возвращается к тому, что употребляет алкоголь. Почему? Алкоголь выпил и лучше. Там, депрессия у человека началась. Он вместо того, чтобы исследовать эту депрессию, попить препараты от депрессии, начинает принимать алкоголь. И после этого я очень часто вижу именно алкоголиков. Это те люди, у которых есть как раз не столько алкоголизм, сколько вот такие психосоматические и даже соматические заболевания. Самые настоящие и начинаются, если я не пью, у меня живот болит, панкреатит. Если я не пью, то у меня вообще плохое настроение всегда, это панические атаки, депрессивные эпизоды. Голова кружится, вегетосудистые дистонии, вечно голова болит, гипертоническое заболевание сердца и так далее. Не стали бы алкоголики инсультными алкоголиками, если бы у них не было бесконечного высокого давления. Они, скорее всего, на фоне высокого давления просто объясняли себе, что нужно это все полечить, или мне легче становится на фоне алкоголя. Как же действует алкоголь? На нормального человека алкоголь действует так. После выпитого алкоголя человеку через 30-40 минут уже должно быть совершенно свободно от этого алкоголя. И не должна кружиться ни голова, ни тошнить, ничего такого. Почему? Ну, час времени для того, чтобы он переварился. И после этого нормальное самочувствие, как раньше. Но таким людям этот алкоголь, он помогает избавиться от более таких тяжелых заболеваний. Поэтому у человека депрессия, он не может с этим справиться, начинает принимать алкоголь. И вот тогда ему легче. И после этого смешивается сознание, и оно начинает говорить: о, лучше, конечно же, алкоголь выпить, потому что каждый раз, когда выпиваю, мне легче становится. А на самом деле нужно исследовать просто. Поэтому я очень часто говорю, в ходе лечения таких людей нужно учитывать вот такие факторы. Такие. Итак, если это чей-то муж, не стоит забывать, что вы на мужа обиделись, и после этого с мужем своим не спите. Почему? Потому что вам противно, он вечно обманывает, пьяный приходит, в семье не заботится и так далее. Что у него появляется? У него появляется сексуальная неудовлетворенность. Может ли это послужить тому, что он начнет выпивать? Ну, конечно. Поэтому обижайтесь еще полгода, он будет выпивать чаще и так далее. Это разновидности такие. Человек кушать хочет. Вы знаете, очень часто алкоголики это неухоженные люди. Они никому не нужны. Никому. Это очень частое явление. То есть он идет на работу, жена ему не собирает термосок. То есть она ему не дает 2 бутерброда с собой. Не дает 2 бутерброда. Скорее всего, у него никто не спрашивает, замерзают у него ноги, не замерзают. То есть обычно это люди просто никому не интересны, никому не нужны. Это обычно человек, который попал в такую клетку и манипулирует, там, зарабатывает деньги, иногда секс у тебя будет и так далее. При этом еще и болеющий. Конечно же, можно ли выпутать человека из вот таких вот комплексов, вот такой вот где-то затменности и так далее? Можно. Какие существуют обряды? Могу ли я с вами каким-нибудь поделиться? Самый простой обряд, который вы можете выполнять, это обряд, который называется обряд 3 пальцев. 3 пальцами правой руки нужно в тот момент, когда человек спит, 3 раза прикоснуться к его горлу, вот так вот, 3 раза прикоснуться к горлу, да, когда он спит, 3 раза прикоснуться к горлу, после этого очень сильно сплюнуть на пальцы, так. И после этого 4-й раз плюнуть назад себя. Если делать каждый день перед тем, как человек этот засыпает, то на протяжении 3-4 недель человек бросает пить не может. Работает ли это? С чем это связано? Это связано еще его с чем? Это связано с вашей внутренней персональной энергией. Если она достаточно активная и счастливая, тогда человек бросает пить. Если ваша энергия настроена на деформацию, убивание, уничтожение и так далее, то это может ухудшить человеку состояние. Как определить? Ну, если вы не позитивный человек, вы все время нервничаете, все время
опечалены чем-то, у вас бесконечные самокопания, вам очень плохо, то тогда так и не делайте. А если у вас все хорошо, вы вечером легли, ну что, пришел пьяный, ничего страшного. После этого лежит, а вы тихонечко там пык-пык-пык, отвернулись, поплевали. Можно ли вытереть об себя? Так я забыл сказать, именно об себя и нужно вытирать. Потому что не надо смывать руку, как раз плюется на руку, об себя вытирается и плюется в левую сторону. Забыл сказать, когда вы делаете такой обряд, то вы персонально не должны пить алкоголь на протяжении этих дней ни в каком виде. То есть если вы лечите его 3-4 недели или там 3 месяца или даже полгода, то сделайте все для того, чтобы в вашем рационе питания алкоголь вообще отсутствовал. А я забыл сказать, перед тем, как прикасаетесь, меня представляйте. Почему наши дети становятся непослушными? Скажите, вам вообще нравится тот семинар, который я сегодня читаю? Да, ой, хорошо. Какие есть народные способы для того, чтобы помочь человеку избавиться от алкоголизма? Существует ли что-нибудь от алкоголизма? Пишу алка. И читаю. Вот, народный рецепт такой. Размолоть панцири краба или рака в порошок. Принимать 1 чайную ложку такого порошка на стакан воды за 15 минут до еды. В случае, если человек 1,5 месяца принимает, то у человека появляется яркое отвращение к употребляемому алкоголю. Какие панцири рака или краба? Панцири рака или краба не обваренные, они должны быть снятые с живого краба, да, или с живого рака, и после этого высушены и перемолоты в порошок. Вот таких крабиков дают, понятно, не сваренные, а сырые. Ничего страшного в этом нет, ничего страшного и ничего плохого. Скорее всего, человек ничем не заразится, ничего плохого такого не произойдет. Это я вам не дам. Значит, это тоже. Вот очень интересный рецепт такой. Мята перечная, отвар 1 столовую ложку сырья залить 1 стаканом горячей воды. Кипятить на водяной бане 15 минут, настоять 30 минут, процедить. Пить по полстакана через час после еды 2 раза в день. После этого полоскать рот этим раствором. Обычно через 5 дней появляется жуткое отвращение к спиртному. Ну вот у вас пьяница есть. Здесь нужно обязательно найти мяту перечную. Она не кошачья, она такая горькая по вкусу, невысокий кустик, можете в интернете найти. Работает ли это? У меня вот здесь в этой книжке только подтвержденные рецепты, они работают на 100%. Это моя книга, я ее когда-то написал, называется «Домашние лекарственные средства». В ней около 2000 страниц, представляете? Ее когда-то хотел напечатать, но мне люди посчитали ее и сказали, что для того, чтобы напечатать, получится ее там 4-5 томов. И выпуск этой книги будет, вот одна книга такая обойдется там, 300 гривен, 400 гривен. Это при тираже там 10 тысяч экземпляров. Все это посчитал и говорит, пусть она у меня лучше лежит. Старинный деревенский способ. Обмыть потного коня вином. Слышали, да? Вечером положить в горшок с вином несколько живых угрей и подержать их в нем, пока они не умрут. После этого вынуть угрей и споить оставшуюся жидкость больному. Отвращение появляется на всю сознательную жизнь. Вот еще. Вот это проверено, я это знаю. Смотрите, берут зеленых клопов с малины. Знаете, такие есть? Зеленые клопы с малины. Они не вонючие. Обычно 5-7 насекомых заливают 100 граммами водки и настаивают 7 дней. Давать человеку нужно только 7 раз в месяц. То есть даете ему только 7 раз в месяц. За 7 раз в месяц человек бросает пить потом на всю жизнь. Пить дальше не может. Отравить его клопами невозможно. Поэтому рецепт абсолютно безопасный. А вот там советы, когда использование чимерицы, знаете, там клопогонника какого-то и так далее, любыстков,
там шлемника байкальского и так далее. Это опасные рецепты, и человеку можно убить этим. А это безопасно. Во-первых, запаха не будет никакого в этом спирте. Оно хорошо настаивается. После этого выпьет он там ложечку или еще сколько-то там. Ничего страшного, рюмку ему нальете. И не нужно ему каждый день давать. Дается один раз там в неделю, дается 5 раз, и человек потом на всю жизнь вырабатывает стойкое отвращение. Все в этом плохого бывает. И так народные способы работают хорошо. Семинар противоядия злу и порчи – это по содержанию разные семинары. Да, совершенно разные семинары. Совершенно разные. Как вы относитесь к фунготерапии? Китайцы свыше 2000 лет лечат грибами, а у нас наука совсем не развита получается. Почему вы так считаете? Китайцы 2000 лет лечат, но вы сейчас сказали неподтвержденные данные. Почему? Вот ко мне недавно мужчина пришел и сказал слова: уже 1000 лет люди лечат. Я говорю, как вы мне можете это доказать? Ну, вот пишут же в книгах. В каких пишут книгах? Понимаете, вот 2000 лет китайцы лечат. Почему вы считаете, что 2000 лет китайцы лечат? Может, это они вчера придумали? Как вы можете это подтвердить? Какая историческая литература подтверждает, что китайцы 2000 лет лечат уже грибами? Ну, вы знаете, ну, давайте, если уже говорим вот такие слова или делаем такие заявления, то тогда более по-конкретному. То есть более конкретно, в каких трактатах, кого вылечили. Вы знаете, если бы все лечилось грибами, то одни грибы бы мы ели, понимаете. Но дело в том, что до конца выяснить фармакологическое воздействие грибов на человека до сих пор невозможно. Одни люди считают, что это полезно, другие медицинские работники или те люди, кто изучают, считают это вредным. Считается, там много есть моментов, понимаете, очень много. Все вообще не так, как вот 2000 лет лечат. Почему не 5? А я считаю, что 5300 лет. После прохождения ко мне человек пришел и говорит, да я вообще, знаете, сколько людей вылечил? 1000. Я говорю, отлично, и где же вы умудрились это делать? Да я вообще скипидаром и банками лечил тысячами. Я в Черкасах, мне врачи вообще открыли зеленый свет, и я там лечил. Я говорю, а что это за врачи такие? Он говорит, ну, все врачи. Я говорю, а кто конкретно? Ну, 2 врача из такой-то поликлиники. Я говорю, давайте я вам расскажу, что вы делали. Те опыты, которые вы проводили, похожи на опыты доктора Шнайдера, который работал в концентрационном лагере и ставил опыты над бедными заключенными концлагерей. А вы под прикрытием 2 врачей официальной медицины ставили опыты совершенно бессмысленные над ничем невинными людьми, которые к вам приходили, и вы не знаете, дальше эти опыты привели человека к выздоровлению, нарушили ли общий обмен веществом или какие-то там проблемы в дальнейшем появились, или же, может быть, с годами там, или там, через месяца привели этих людей к смерти. Вы ничего не понимаете. Я говорю, ну разве это не так звучит? Я помог. Ну так вы можете точно на 100% сказать, что вы помогли. Не могу. Ну тогда вот и не разговаривайте об этом. Почему? Потому что вы себя компрометируете такими яркими и такими сильными заявлениями. Андрей Андреевич, я вообще могу желчные камни скипидаром растворять. Я говорю, ну вот свои растворяйте. Во-первых, не желчь, а желчь. Во-вторых, скипидар в середину принимать лучше не надо. Знаете, и вот поменьше вы об этом рассказываете. Потому что у нас есть люди, у меня, вернее, есть такие пациенты, которые умерли на фоне приема из скипидаровых ванн. У меня есть пациенты такие, которым удаляли почки, потому что начали там принимать какие-то камнегонные по Малахову. И были люди, которые отравились, и девочка была в 17 лет или в 18 лет, которая на фоне уринотерапии ночью скончалась. И ребенок был, когда ездили там к какому-то очень знаменитому колдуну и магу, и целую ночь на Рождество, прямо вот в церкви целую ночь стояли. Утром после этого в проруби искупали и до вечера умерла. Знаете, ну отлично. То есть такое все было у меня в моем опыте. И я обычно говорю, да, кто-то написал очень интересные книжки,
все это проглотили, все это обсуждают, все, конечно, такие сразу стали яростные противники химиотерапии и так далее. А вот в том, что на фоне приема грибов, не используя химиотерапию, умирают люди, пьют соду, знаете, там, пьют мочу, закаляются, вегетарианством занимаются, и о том, что это тоже кому-то вредит, об этом почему-то не принято говорить. Я понимаю, почему это не принято говорить. Дело в том, что несколько лет назад проходил такой всемирный конгресс Евгеники, где очень плотно раскрывалась тема о приросте населения в мире. После этого были сделаны выводы, что если не популяризировать заведомо неправильные методы оздоровления, то тогда количество населения будет очень быстро расти. Поэтому если дать, допустим, пейте соды там по тонне в день, и после этого умрете молодой бабушкой, то, скорее всего, вам не придется выплачивать пенсию. Понимаете? Это же удобно, наоборот. Тогда целая страна может не выплачивать пенсию, потому что это же не трудоспособные люди. Правильно? Поэтому пейте мочу, закапывайте перекисью и пейте соду. И будет все хорошо. Подскажите мантру для исполнения желания, чтобы поехать на морские курсы. Дело в том, что у нас морские курсы собраны. Мы можем принять 350 человек, а у нас уже около 600 заявок. То есть количество людей, которые хотят на морские курсы, в 2 раза больше, чем вообще мы можем принять. Поэтому там можете не читать. Есть такой вариант, что мы уже откажем, или там вы позвоните, и мы откажем. После прохождения первой ступени стала замечать, что люди как-то на меня не так реагируют, заходя в транспорт или в общество. Место начинаются сильнейшие приступы кашля, чтобы его остановить, начинают читать мантру подсоха, и так еду домой, с чем это связано. Я вам хочу сказать вот что. Любая эзотерика – это та система, которая помогает человеку очень быстро прийти в норму. Очень быстро прийти в норму обозначает, что человек до этого был абсолютно здоров. Если вы были абсолютно здоровы, то у вас были такие моменты, когда вас что-то раскачало, и вы после этого не можете успокоиться, переживаете долго. Когда человек начинает заниматься эзотерикой, то у него должно появиться ощущение, будто он успокаивается быстрее, не так сильно переживает, не так сильно раскачивает себя, сон нормализуется и так далее. В остальном там кашель и еще что-то, это полная ерунда. Если у вас вызывает что-то кашель, если вы занимаетесь эзотерикой и у вас что-то приводит к появлению побочных эффектов, заканчивайте занятия такой эзотерикой, занимайтесь своим здоровьем. Серьезно, тогда нужно лечить здоровье, искать варианты, что же вызывает этот кашель, что же вызывает там плохое отношение и так далее. То есть я даю много советов. Один из советов, то есть человек может обидеться, я говорю, от сглазовой порчи человек может обмазать лицо какашками, знаете, после этого заходишь в метро, все уступают место и так далее. Но это же не значит, кто-то, возможно, не дослушал до конца, а видел только версию бесплатную, и на этом месте остановился. Ну и подумал, что я действительно вместо шутки говорю честную и правдивую информацию. Утром начал мазаться, а у людей начало вызывать кашель. Знаете, случаи разные бывают. Зря смеетесь, знаете, всякое в моей жизни уже было. У меня была женщина, я ей лечил заболевания женские. И после этого говорю ей, ну и нужно спринцеваться. И говорю, спринцевание должно быть у тебя 30 дней. Я говорю, после спринцевания, когда проспринцевалась, ложитесь спать и все, и там, чтобы больше там ничего нет. После этого она приходит и говорит, нет изменений. Я говорю, ну, нет изменений, будем продолжать спринцеваться. И я говорю, там, вас это, ну, неплохо себя чувствуете при этом? Она говорит, неплохо. А потом говорит, я говорю, она говорит, а какую мне спринцовку использовать? Я говорю, ну, такую, с большим носиком нужно использовать там. Она говорит, с большим носиком неудобно, больно, извиняюсь, всовывать. Я говорю, слушай, ты куда спринцуешься? Она говорит, я спринцуюсь ректально. Я говорю, ну я же тебе женские заболевания лечу, тебе же вообще не туда надо спринцеваться. Да. Я говорю, ну все,
Давай, еще 10 дней будешь этим заниматься. Все, извиняюсь. Еще раз добрый вечер, пишет Рита. Как вы говорили, вернули часть долга. А остальную сумму вернут? Вернут, да, если начали отдавать, отдадут все. Если запечатывать вечером на ночь у кровати, можно ставить чашку с маслом. Будет работать. Будет. Дом многоквартирный, живу с человеком, у которого психические заболевания. Хочу его оставить. Хочу ставить. Я могу сказать вам, что если этот человек... У меня есть такая женщина, она мне когда-то писала такие слова. Я живу с мужчиной, он алкоголик, наркоман, все из дома ворует. Я его не люблю, но считаю это своей кармической миссией и живу с ним. И у меня ничего не получается, много денег, я в долг все понабирала и так далее. Ну зачем? Тут вопрос такой очень логический, знаете, не эзотерический. Я ей пишу, зачем? Она мне пишет, ну это же мой кармический долг. Я когда-то была на расстановках Синельникова, он сказал, что это мой кармический долг, и его должна отработать, и я уже там 10 лет отрабатываю. Ну все отработала, хватит, не надо больше, зачем тебе так страдать? Человек работать не хочет, наркоман, все из дома выносит. Я знаю, почему она с ним живет, потому что ей почти 60, ему 40, 40 нету еще, поэтому и живет. А мне там рассказывают о кармических долгах. Знаете, особенность эзотерика заключается в том, чтобы еще и не найти возможность обмануть себя. Вот это самое важное. Не только не критиковать, а еще и не обманывать себя. Вот нужно найти силы иногда не обмануть себя, знаете, не обмануть себя и сказать себе правду. Что я живу с этим человеком, потому что он молодой, потому что я очень взрослый, и со мной такой молодой жить не будет. А я, ну вот, нравится он мне просто и все. А я готова закрыть глаза и жить вот с таким человеком, который наркоман и который все из дома ворует. Ну вот и говорить правду именно так. А так получается, прикрывая со всех сторон кармические какие-то там. Была еще одна женщина, которая приехала на морской курс и говорит, меня зовут, мама назвала меня Любой, а я ездила к какому-то там очень знаменитому эзотерику в Америку, и этот эзотерик мне сказал, ты очень несчастная, и для того, чтобы ты стала счастливой, теперь будешь Маргаритой. И она говорит, вот теперь я Маргарита. Поменяла фамилию, он сказал еще и фамилию поменять, поменяла имя, и сейчас я Маргарита там такая-то, и говорит, в моей жизни вообще все тарарам произошло. Говорит, вообще квартиру отбирают, дети со мной перестали общаться и так далее. Что же делать? Я говорю, ну так возвращайте свое доброе имя, свою добрую фамилию. Зачем вы это все сделали? Ну он сказал. Так он сказал, он, возможно, просто ляпнул, знаете, ему там скучно было. Но он же не несет ответственности. Вот сейчас у вас там все обвалилось, и теперь вы даже этому человеку претензий никакие предсказать, ну или дать, или сказать не сможете. У вас между ним нет никаких юридических договоров, нет там договоров исполнения работ каких-то, поэтому он мог ляпнуть, что попало. Там таких ляпальщиков, знаете, сколько там. И в моей практике таких людей, которые ляпали, очень много. Когда там человек ляпнул, ну, хватало. Просто не хочется особо об этих людях даже. Павел пишет, Андрей, здравствуйте. Можно ли с помощью эзотерики, сколько времени? 8 часов. Можно ли с помощью эзотерики узнать, каково предназначение человека и чем ему в жизни лучше всего заниматься? Конечно, можно при помощи эзотерики определить, чем лучше всего заниматься. Здесь нужно понять вообще, есть ли желание реализовать себя как человека, имеющего определенную работу, или просто как человека, который может зарабатывать или может заработать много денег. Это очень важное условие в момент первого атипичного выбора. Что это обозначает? Я всегда говорю, что вся наша жизнь сводится к 3 элементам, то есть чем человеку заниматься. Первый элемент обозначает проявлять себя в виде человека, который что-то умеет делать. Что это такое? Ты умеешь делать то, что у тебя есть или там приобретено при помощи определенной специальности. Допустим, ты умеешь хорошо шить, ты умеешь кроить, ты умеешь быть поваром, ты умеешь быть еще кем-то, сварщиком, ты умеешь быть кем-то. То есть ты умеешь что-то производить.
Второе, ты производитель. То есть ты не только умеешь, ты еще и производишь. Ты умеешь произвести, умеешь там, сделать так, чтобы это производство у тебя работало и так далее. Третье, ты не умеешь производить, у тебя нет специфической специальности, но ты можешь предлагать услугу. А это еще что такое? Ты можешь оторвать волос, прикрепить волос, подстричь волос, можешь взять документ какой-нибудь, там его подписать, там быть посредником между потребителем и производственником, то есть купить товар в Китае, привезти, поставить в какой-нибудь магазин и продать. Ну, такой человек может быть еще... Есть третий тип людей, организатор. То есть человек не умеет не производить, не торговать, но он может быть, ну, не продавцом работать, но он может быть организатором. А это еще что такое? Я не умею постригать, но я нашел помещение, посадил туда парикмахеров, после этого поставил администратора и каждый вечер звоню и говорю, сколько денег на подстригал наш подстригательный центр. Правильно. То есть я уже организатор. Правильно, да? Ну вот, теперь что из этого всего выбрать? Ну, вот, собственно, и все. Мир связан с тем, как, кого ты в себе видишь. То есть, кого ты в себе видишь. Но есть еще скоморохи. А это еще кто такие? Скоморохи – это тот, кто людей веселит. Вот я, допустим, видите, читаю семинары, люди улыбаются, деньги за это платят, тем самым получают удовольствие от жизни. То есть вместо того, чтобы смотреть кино, они включают дуйка и после этого смотрят. Почему? Я их развлекаю. Получается, я работаю фактически отчасти скоморохом тоже. То есть к таким скоморохам можно отнести там артистов театра и кино, там каких-то вот таких людей, как я, которые там что-то пытаются продвигать. Мы же в итоге развлекаем, то есть человек приходит, развлекается, после этого получает какую-то информацию и так далее. Ну вот так и все, конец. А? Ну это уже не важно, возможно Задорнов тоже там какую-то информацию несет. Знаете, у нас все равно работа одна и та же. Мы развлекаем людей каким-то таким способом, а не таким. Знаете, если бы я фокусы показывал, то это было бы тоже такой же работой. То есть я с вами все равно разговариваю, вас, наверное, что-то сначала концентрирует, после этого изменяет вашу позицию мысли. Для вас это тоже какие-то упражнения, развлечения и так далее. А так бы вы развлечения находили в другом виде. Мы развлекаемся так. Посещение церкви – это тоже развлечение. Все в порядке. Хочу, чтобы моя младшая дочь стала заниматься практиками и начала изучать ступень. Пока меня она игнорирует. Ей очень необходимы эти знания. Есть ли какая-нибудь мантра? Я хочу вам сказать сегодня по поводу наших детей. Почему наши дети становятся непослушными и почему нас не слышат? Потому что мы пытаемся эмоционировать больше, чем разговаривать. Вот если человек начинает эмоционировать рядом с ребенком, он должен знать на 100%. Этот ребенок в дальнейшем не будет нормальным членом общества. Когда на ребенка кричат или эмоционируют, вместо того, чтобы объяснять, то это делает ребенка, или ребенок переходит в состояние стресса и не воспринимает такую информацию. Таких детей очень видно. Каким образом определить таких детей? Я сегодня этих детей наблюдал. Если ребенок во время общения в обществе открывает очень широко рот, это синдром, который называется синдром тихого плача. Видели детей, которые открывают рот и начинают вот так вот кривляться, открывая широко рот? Это ребенок кривляется, потому что общество создает стресс. И этот стресс проявляется в виде его вот такого открытого плача, громкого. Он таким образом плачет. Ну и выглядит это не очень корректно, наверное, замечали, да? Дальше, второе. Ребенок кричит и ведет себя как придурок. Почему? Потому что на ребенка кричали, и в этот момент он не мог воспринять информацию, что вызывало у него рефлексии. То есть он начинал очень активно двигаться и так далее. Я сегодня это тоже наблюдал. То есть дети одни нормально становились, а другие начинали метаться. Что же привело этих детей к тому, что они именно такими стали? Я могу вам сказать, это физическое насилие, а также эмоции близких, которые были произведены в сторону этих детей. Дальше, почему дети не хотят слушаться родителей? Потому что родители их не уважают. Почему?
Для того, чтобы, вот послушайте, уважение порождает доверие. Доверие порождает мысли. Поэтому в случае, если вас ребенок не уважает или вы не уважаете ребенка, у него не возникает доверия, когда он информацию, которую вы ему говорите, не слышит. Эмоции или крик никогда не порождают доверия. Почему? Потому что когда человек кричит, то его реально, второго человека, оппонента, можно только испугать. Когда человек боится, то тогда доверие отсутствует. Нельзя кричать: я сказала тебе, сейчас выучишь, не выучит. Потому что для того, чтобы выучить, нужно доверять этой информации, которая учится. А здесь идет уже недоверие. Почему? Потому что идет крик, эмоция, понимаете? И вообще я могу сказать, что уважайте своих детей, серьезно, уважайте и объясняйте. Вот нужно принять эти два элемента, уважение и объяснение. А еще надо разговаривать с ними. Потому что почему-то дети являются вторым сортом в семьях, и после этого там готовы разговаривать с мужем, с женой, там, с тещей, там, по телефону, по работе и так далее, со всеми кем угодно, кроме детей. Дети в игноре. Детям надо давать телефоны, видео, там, игрушки, еще что-то. Но это же тоже член семьи. Поэтому есть такая необходимость, чтобы с детьми разговаривали. В случае, если ваши дети непослушны, примите к сведению, что с этими детьми нужно не только воспитывать, что подразумевается, там крик и ультиматумы, а это еще и разговорная речь, или это еще и уважение тех идей, которые есть у этого человека. Уважение-объяснение. Да, можно согласиться со всем, и после этого объяснить, почему этого не стоит делать или не нужно делать и так далее. Также могу сказать, что в большинстве своем нужно не давать ребенка на всякую фигню. Зачем ребенку с самого детства растягивать ноги, или зачем ребенку с самого детства заниматься тем, чему он не посвятит свою жизнь? Вот скажите, кто из вас хотел бы, чтобы ребенок стал скрипачом в филармонии? А что это за специальность такая? А скажите, если будет выбор, чтобы ребенок стал, допустим, там, нотариусом или юристом, или он стал скрипачом в филармонии, что бы вы выбрали? Нотариусом, наверное, знаете, нотариусом. Почему? Потому что более выгодная специальность, он всегда будет нагретый, согретый, умный и так далее. А это что за работа? Получается, в случае, если филармония закроется и людям будет неинтересно, то после этого он и работает. Я не говорю, что это плохая работа или хорошая. Просто отдают на бокс после этого, чтобы ребенок постоял за себя. А потом узнается, что на протяжении всей жизни человек подрался 2 раза. Человек дрался 2 раза, зато этим занимался на протяжении всей жизни. А смысл? А смысл тогда такой был? Чтобы что было? Чтобы насилие было у этого ребенка. Он и так без этого обучится этому. Тогда что нужно делать? Нужно с самого детства давать ребенку возможность приобретения определенной специальности. Я считаю, что возраст 7-8 лет уже достаточный для того, чтобы дать ребенку какую-то специальность. Вот у меня сейчас ребенку 8 лет, с этого года, вот прям с лета, он идет в компьютерную школу и будет в компьютерной школе изучать, что такое браузеры, что такое там почта, каким образом отправлять почту, каким образом формировать почту, что такое там работа, как кнопки переключаются и так далее. В 9 лет он будет обучаться CRM, MCC и так далее. В 10 начнет деньги зарабатывать. Разумно это, скажите? Я считаю, что в этом плохого. Я сегодня Соне говорил, посмотрели на эту всю школу, и я говорю ей: Соня, а давай мы Славу заберем из школы, чтобы он у нас в школе не учился. Зачем нам этот маразм, вот, который я сейчас увидел? Вот он сюда ходит зачем? Ходит, чтобы повторить жизнь тех людей, которые в 10 классе имеют уже психические отклонения. Я сегодня этих детей видел. У них на лице не было ни грамма счастья. Я лучше его принципиально буду обучать совершенно другим предметом, понимаете? И этого ребенка можно до 12 лет сделать одним из самых ярких представителей, в системе, да, в системе там IT-менеджеров и так далее. Тем более ему это нравится, он усидчивый, он там быстро хватается и так далее. И я в этом разбираюсь. Можно ли сказать, что это может быть интересным? Ну так если его научить сразу зарабатывать деньги, он может быть потом в социуме, у него может быть потом в социуме возможности. Конечно, может. А что даст 10 классов? Закончит 10 классов, и после этого он в социуме сможет выжить.
Нет, а если он после 3-го или 4-го класса сможет деньги зарабатывать и в социуме жить самостоятельно, это может быть моим вкладом для этого ребенка? Может быть. Естественно, почему я это говорю? Натолкнула когда-то книга «Правила виноделов». Помните, наверное? Так вот, Гомер, которого обучал, почитайте как-нибудь, если у вас будет время. Кто-то читал, наверное, очень знаменитая книга. Когда-то в книге «Правила виноделов» там описывается история о том, как бездомного ребенка взял гинеколог-акушер на воспитание. И этот бездомный ребенок, который обучался у этого акушера, который делал аборты в английской деревне, научился делать аборты. И делал женщинам аборты с возраста 7 лет, там, по 15 лет. Почему? Ну, он выглядел как взрослый такой, ну, достаточно взрослый человек, знаете, ну, в описании этой книги. Эта история практически не выдумана, потому что она взята из событий настоящей жизни. Таким образом, считается или кажется, что для того, чтобы там что-то делать, нужно получить высшее образование. Ну, нет. На самом деле это все гораздо примитивнее, и это все гораздо проще. Просто это все чрезвычайно раздуто. Чрезвычайно раздуто. Считается, что человек должен получить только исключительно вот эту информацию, которая есть в школе, но она же не адаптирует человека потом к социуму, в котором он будет вынужден жить. Получается, я считаю, что как у Макаренко написано, любая образовательная программа, она должна быть адаптационной для того, чтобы человек мог самостоятельно прожить в социуме, в котором он проживает. Тогда можно сказать, что школьная программа или даже институтская программа, они не дают достаточную адаптацию в социуме. И получается, чему же мы учили детей, если они после окончания вот этих всех заведений не могут устроиться на работу и не могут сразу же начать зарабатывать деньги? Тогда смысл этого всего было. Тогда так много учились, так много времени было потрачено на что-то, чтобы потом чтобы потом не участвовать в этом социуме. Ну, тогда нужно было, как у цыган, сразу научили, знаете, и все, и человек уже может жить. Конечно же, может ли это быть по-другому? Это может быть по-другому, только никому это не интересно, наверное, кроме меня. Пока слушал вебинар, вернули долг. Отлично, мне причитается. Если можно, когда прихожу на работу, где-то через час начинаю зевать, тупить, появляется усталость, что это, как можно работать, спасибо. Итак, деньги и семья. Существует ли связь? Конечно. Деньги – лакмусовая бумага вашего бизнеса. Семья – лакмусовая бумажка вашего бизнеса. Извиняюсь, что вот так вот оговорился. Можно ли это сказать? Конечно, можно. Если у вас в семье спокойствие, если все друг друга облизываете, за одним столом сидите, если у вас там вечер заканчивается там поцелуями и поглаживаниями, если у вас дома периодически появляются цветы, если вы утром проснулись и обнимаетесь, когда на кухне встречаетесь, то это все неминуемо приведет к тому, что у вас будут в жизни деньги. 100%. Если у вас все не так, если у вас вечер заканчивается словами «добыл нах, добыл», утро начинается с того, что я первая зашла сюда в туалет, чем ты, а ты иди давай приготовь мне есть, козел, то тогда денег не будет. Обычно они в таких семьях не появляются. Понятно? Поэтому если в семье кого-то колотит постоянно, если кто-то является элементом бесконечного источника эмоций, без конца кто-то кого-то обвиняет, кто-то кого-то пытается провоцировать, то или полечите человека, или говорите, я ни при чем. Если это продолжается, то тогда обеспечьте себе возможность жить автономно от этого человека и ничего не бойтесь. Почему? Самое страшное, что есть у человека, это душевная боль. Даже физическая боль переносится не так тяжело, как душевная. Люди думают, что жить с душевной болью легче, чем с физической. Нет, вы ошибаетесь. Лучше жить с физической, если есть выбор, чем с душевной. Потому что душевная боль – это когда и утром, и в обед, и вечером ты все время переживаешь. Это невыносимо. Это как тонкий, это потом разрушает и тело, и душу, все разрушает. Человек так не может жить. Поэтому иногда такие люди попадаются в моей жизни, это девушки молодые, выходят замуж за нелюбимых, ненужных, после этого они все время страдают, потому что муж все время упрекает, потому что шансов никаких нет,
потому что в клетке сидит, и после этого у нее бесконечная душевная боль. И она говорит, ну, я не могу это все бросить, потому что я привыкла, Мерседес, там, золотые украшения и так далее, но муж без конца. Ну, что муж? Муж только там с 7 до 10 утра, а потом он на работу уехал. А я потом уже радуюсь, сама забываю, что потом там родятся дети, которые будут копией этого мужа, дети будут раздражать. И вот начинается вот эта Санта-Барбара, которая не заканчивается, где человек вновь и вновь и вновь страдает. Поэтому, когда бесконечные травмы, вот знаете, есть такие люди, говорят, у нас ребенок, мы ради ребенка только живем. Вы представляете, он живет ради ребенка, то есть можно сказать, что энергетически он держится за этого ребенка. И она живет, они энергетически держатся ради этого ребенка. Но они в этот же момент не хотят жить друг с другом. Тогда что происходит? Они тянут этого ребенка на энергетическом плане в разные стороны. Вы знаете, в таких семьях я очень часто наблюдаю, что у детей появляются психические расстройства на этом фоне. То есть у них появляются панические атаки, депрессивные эпизоды. Обычно такие девочки и мальчики больше склонны к тому, чтобы врать часто, потому что они не могут объяснить свои внутренние состояния, вот такие компульсии. И можно сказать, что это, ну, кому легче становится от этого, или почему, ну, можно сказать, что эти родители прожили ради этого ребенка. Нет, потому что вот это заболевание, оно потом не лечится. Это ребенок, который потом проживет 20, 30, там сколько, 70 лет, но он будет психическим инвалидом. Почему? Разрывание происходит. Также я очень часто говорю, что для мужчины очень важно быть постоянным в своей женщине. Вот это такая особенность. Те мужчины, которые были постоянны в своей женщине или для своей женщины, это мужчины или эти семьи, они очень сильно материально поднялись. А вот стоит мужчине начинать там шляться, гулять и там так далее, то это сразу же сказывается автоматически на количестве материального благополучия, которое есть в семье. Это тоже проверенный такой момент, понимаете? Также очень часто мужчины или женщины, они начинают гулять не с теми, кого они более любят, чем мужчина, они начинают идти в гречку, с кем придется. А это еще страшнее, потому что обычно в гречку ходят не из-за радости, а уже из-за каких-то событий. Тем самым можно сказать, что у человека, с которыми изменяют, есть проблемы, которые толкнули этого человека на то, чтобы это с ним можно было сделать. И получается, что вот такой мужчина, который изменяет с проституткой, или такая женщина, которая изменяет с кем попало, приводит к тому, что потом происходит в семье крах. Какой? Если женщина изменяет, то происходит крах здоровья детей. Если мужчина изменяет, то крах бизнеса. Очень сильно обваливается бизнес. Видели таких мужчин, у которых очень ярко все было? Прямо, знаете, с неба деньги капали, закатывали, там золотые унитазы были. А потом вдруг на ровном месте ничего не произошло, и сумасшедший обвал. У меня были такие друзья, незнаменитые политики. Вот он с вытаращенными глазами прибегал ко мне и кричал: я не знаю, что мне делать, я не знаю, все, полный обвал. Я ему говорил: скажи честно, Леонид, у тебя в последнее время были женщины, которые были отдельно от твоей жены? Он говорит: ну, конечно, там, у меня там вся весна была с такими женщинами, там, я стабильно с мужчинами своего уровня ехал там в сауну, и после этого туда приезжали женщины легкого поведения. А раньше это было? Нет, но это как-то последний год. Ну все, ты похоронил свой бизнес, конец тебе. Почему? Потому что твой семейный очаг грел тебя на этом предприятии, на этой работе, а после этого ты просто похоронил свой бизнес тем, что начал шляться. Почему? Потому что энергетика этих женщин, которые тонут, они подавили его бизнес, который расцветал. Понятно? Они его утопили, как якорем. Измены и крахи для бизнеса. Деньги и семья. Существует ли связь? Думаю, вопрос раскрыт, наверное, был интересным. Итак, сегодня еще от меня 2 бонуса. Это специальные коды, которые могут вам помочь. Итак, для того, чтобы враги, которые у вас есть, подчинялись вам, существует специальный слог такой, который может убрать у вас возможность того, чтобы кто-то на вас мог воздействовать и сделает так, чтобы враги вам подчинялись. Итак, конкуренты, враги, мстители, там, плохие люди, плохие соседи, люди, которые хотят у вас забрать деньги или не могут отдать.
То есть, одним словом, люди, которые замышляют против вас определенные нехорошие или ставят по отношению к вам какие-то неопределенные плохие задачи. Итак, подчинить врагов. На вдохе нужно произносить «жи», а на выдохе «пути». «Жи пути». Или же «пу» на вдохе, «ти» на выдохе. Пути. Также слог для того, чтобы у человека началось везение в жизни, это слог на вдохе «юа», а на выдохе «ци». «Юа», «ци». Поэтому вы можете читать это в виде, вы можете это читать еще и в виде мантры. Хотите, чтобы у вас произошло подчинение врагов, а также после этого появилось абсолютное везение. Так и читайте. «Жи пути, юа, ци». 108 раз. «Жи пути, юа, ци». Таким образом и везение получится, и в лотерею выиграете. Дальше. Последний вопрос, который называется «Чужие или свои дети». Чужие или свои дети. Я когда-то об этом вопросе говорил уже. Нужно четко... Для женщин чужие свои дети – это вопрос, который практически никогда не встает. Поэтому если женщина приходит или начинает жить с мужчиной, у которого есть дети, и они живут вместе с этим мужчиной, то обычно женщина очень легко воспринимает этого ребенка как своего собственного и после этого относится ничем не хуже, чем к своим собственным детям. Гораздо хуже с мужчинами, которые очень часто не могут принять чужого ребенка и очень часто относятся к таким детям с претензией, очень плохо и так далее. Так вот, можно ли как-то это изменить или можно ли как-то переформатировать для такого мужчины возможность, чтобы вот такой ребенок можно, нужно обязательно попросить дать этого мужчину обещание, чтобы этот мужчина говорил на этого ребенка исключительно там дочка или сын. То есть все условия, которые должны выполняться, они должны быть выполнены. То есть должен говорить ребенок, говорит папа, а отец должен говорить сынок там, или дочка, это обязательное условие. Второе. Женщина должна попросить мужчину сделать так, чтобы он исключительно уважал этого ребенка, точно так же, как он уважает эту женщину. Потому что вот этот элемент уважения, он должен быть концептуальным и даже больше. Он должен его уважать так, даже больше, чем собственные дети, для того, чтобы у этого ребенка, не дай бог, не появилось сомнения в том, что он имеет какие-то другие качества или какие-то другие условия жизни рядом. Почему? Ну, это такая особенность, понимаете. Обычно, я хочу дать вам совет, обычно на чужих детей обычно что происходит? Когда муж или когда жена начинают жить, и у них есть чужие дети, то они стараются относиться по-другому. Как это проявляется? Когда мужчина относится к своим детям как-то, то это незаметно никак. Понятно? Это незаметно никак. То есть на них никто не обращает внимания. Когда он начинает относиться к приемным детям, то он начинает их старательно воспитывать. Поняли? Поэтому для того, чтобы относиться к приемным детям как к своим собственным, нужно к ним относиться никак. То есть стараться просто не обращать внимания. Это самое лучшее, что может быть. Также общаться с этими людьми можно, с этими детьми можно. Но, естественно, относиться точно так же, как к своим собственным детям. То есть абсолютно не уделять такого концентрированного или сконцентрированного внимания с целью или с объяснением того, что это будет лучше для ребенка или еще как-то. Скажите, вам понравился сегодняшний семинар? Я хочу сказать, что, скорее всего, на следующей неделе семинара не будет, потому что я уезжаю сейчас со своей семьей отдыхать в лес и буду там находиться в лесу сейчас, отдыхая около месяца. Поэтому следующие наши пятничные вебинары пройдут аж спустя 1 месяц. То есть сегодня и теперь аж целый месяц будет. Я проведу последний вебинар, который будет проходить во вторник следующей недели, после чего на 1 месяц я уеду. Семинара ИРТЕ сейчас 4-го проходить не будет. Почему я решил не проводить подряд все 10 семинаров ИРТЕ, могу объяснить. Я считаю, что у человека должна появляться ценность.
Я считаю, что семинары, которые можно и посещать, и не посещать, особенно что связано с РТЕ, убирают возможность людей прикоснуться вот к той индивидуальной, неповторимой магии, которая могла бы быть доступной. Поэтому я считаю, что если я буду делать вот такие перерывы, то это будет заставлять человека ждать возможности поучаствовать в РТ и присутствовать после этого на таких семинарах. Поэтому, когда вчера я собирался провести этот семинар, мне сказали, что раньше присутствовало 11-12 тысяч, а сейчас будут присутствовать там 3-4 тысячи, я сказал, что этого семинара не будет, и после этого я его отменил. Почему? Ну, теперь вы это понимаете. Почему? У всего должна быть какая-то ценность. Поэтому в случае, если человек ждет, то ценность появляется. Если не ждет, то ценность не появляется. Также могу сказать, что, скорее всего, я проведу отдельный семинар после своих вот этих каникул, который будет называться «Философия денег». Есть такой вариант, что я проведу в онлайне, есть такой вариант, что проведу в онлайне видоизмененную, скорее всего, первую ступень школы ТЛ. Скорее всего, видоизмененную первую ступень школы ТЛ. Очень интересные наработки по школе Кайлас. Она будет видоизменена, и в этом году начну новый цикл курсов своей по школе Кайлас, и вы будете это видеть и слышать. Я желаю вам... хочу вас попросить. У нас есть сайт, вернее не сайт, у меня есть мой канал, который называется Дуйко Гуру. Вы его можете найти, прямо перейдя, нажав на кнопку «Смотрите наши новые видео» на канале YouTube. В случае, если у вас есть желание как-то отблагодарить меня и что-либо написать, то я жду ваших комментариев под вот этим видео, которое вы сейчас смотрите, а также всеми остальными видео, которые вы можете найти на канале YouTube. Вы можете написать свой отзыв, а также свой комментарий. Также я хочу сказать вам, что у нас полным ходом функционирует наша персональная тайласовская сеть, которая называется впотоке.com, где вы можете общаться со своими единомышленниками и учениками школы Кайлас, пользуясь уже интерфейсом личных персональных сообщений и так далее. Сейчас у нас модерируется наша социальная сеть в остальных поисковых системах. Скорее всего, нас внесут в общие поисковые системы. И скоро в YouTube, а также в разных системах, там, ВКонтакте и так далее, можно будет увидеть иконку нашей социальной сети в потоке. Также могу сказать, что в потоке сейчас разрабатывается интерфейс быстрой выкладки видео, аудио информации. Просто это пишется все вручную. Это непростая задача, поэтому по чуть-чуть это мы выкладываем. Скажите, вы начали пользоваться этой сетью? Интересно? Там 2 потока информации идет. Мы собираемся запустить еще и 3-й, 4-й поток. То есть будет прямо 4 ряда вот так идти информации. Можно будет смотреть разные ячеечки. Очень интересный способ общения. Также сейчас запустили интерфейс такой, в котором можно писать мгновенные сообщения, слышать, когда тебе приходят сообщения, и пользоваться даже функцией видеосообщения. Ну, пробовал кто-нибудь? Нет еще. Все, я желаю вам успехов. Я рад, что вам понравилось. До свидания. Ура.